Саша бандит. Тефик, го в Майнкрафт как раньше. Как бывший участник СВО, поддерживаю вас. Закрытая дверь на все замки – это в случае чего несколько лишних минут свободы. Они вообще не такие. Алтарь-то положили, а прекрасного светлого будущего как-то не получилось. Чего ты это взял? А вы о чем подумали, Юрий Дудь? Саша, тебя не надо представлять политическому Ютубу. Ты для тех, кто следит за политикой, ты давно известен, но широкая аудитория может не знать, кто ты такой. Ты учился на историка, ты стал известен, широко известен в эти 2 года войны. В первую очередь фильмом «Обыкновенная денацификация». У тебя была редкая журналистская удача поехать как независимый человек в оккупированный Мариуполь и снять независимый фильм о том, как Мариуполь сейчас живет. Кроме того, ты постоянно участвуешь в самых разных дебатах с людьми, которые поддерживают войну. И при этом твоя позиция антивоенная, она во многом отличается от такой вот средней, скажем так, либеральной позиции, которая есть в российском обществе. Нам очень хочется узнать тебя поближе. Поэтому эти пару дней мы проведем вместе и позадаем тебе самые разные вопросы. Тебя многие в комментариях на Ютубе называют «котик». Это от Красовского пошло? Да, от него. Дебаты с Красовским, на которых он услышал твой возраст и употребил слово «котик». Да, он сказал, 24 года котик. Тебя это развеселило? Забавно, потому что... в чем проблема? Назвал котик. Котик — это хорошее животное, очень милое, прекрасное животное котик. Почему меня это должно было как-то покоробить? Как ты прорвался к нему на дебаты? Я позвонил. Как это выглядело? То есть у него был стрим? У него был стрим, был QR-код видеозвонка в студию, и я позвонил в студию, сказал, у меня очень интересные вопросы к Антону Красовскому по поводу Донецкой Народной Республики. Я вот съездил в Донецкую Народную Республику, у меня появился ряд вопросов, вот может быть, он ответит на них. Почему ты это делал? Это было весело. Это скорее весело, но в целом, конечно же, мне кажется, что значительная часть моей деятельности – это спор со сторонниками войны. То есть есть люди, которые принципиально открещиваются, что, мол, что с ними спорить. А мне кажется, что живая дискуссия с ними – это важный элемент. И вообще в целом важно находить какую-то дискуссию, какое-то соединение в обществе, то есть обсуждать темы проблемные. Они просто отгораживаются, говорить, это мы настоящие русские, они не настоящие русские, мы с ними разговаривать не будем. Со всеми с радостью поговорю. И более того, мне кажется, что на самом деле, если бы мы чаще, представители моих взглядов чаще соглашались на эту дискуссию, и призывали к ней, то было бы более явно видно, что в позиции сторонников войны зачастую есть какие-то фундаментальные проблемы. Там просто структурные фундаментальные проблемы, которые ни риторическим талантом, ни умением как-либо манипулировать, складывать в словах предложения не замазать. В качестве места встречи, помимо сидящего разговора, мы решили выбрать неочевидное, но актуальное место в свете того, чем ты занимаешься. Твоя деятельность всегда — это история, а последние 2 года еще и война. Мы в городе, который был очень сильно тронут и разрушен войной. Мы в Сараево. Сараево — важнейший город боснийской войны, которая началась в начале 90-х вследствие развала Югославии. Да. Расскажи коротко, как ты умеешь, так, чтобы люди, которые что-то где-то слышали, но не понимают в деталях, понимали, о чем речь. Сейчас про Украину говорят, что война на территории Украины — это самая крупная война в Европе после Второй мировой. До войны в Украине это была как раз боснийская война. Да. Это был крупнейший конфликт в Европе. Действительно, Югославия распалась. Босния — это полинациональное государство. Тут живет несколько наций. Это хорваты, это босняки, славяне-мусульмане, и это сербы. Соответственно, когда Югославия распадалась, сербы не очень хотели, чтобы Югославия распадалась. То есть они бы хотели остаться в составе единого югославского государства. Остальные, соответственно, наоборот, дрейфили в сторону независимого государства. Босния и Герцеговина объявила о своей независимости, а сербы, в свою очередь, заявили о своей независимости из Боснии и Герцеговины. То есть от самой Боснии попыталось отколоться отдельное сербское государство.
При этом территория расселения, вот сейчас, я не знаю, покажешь ты карту, не покажешь, она очень специфична из-за того, что сербская территория, она полностью огибает территорию проживания босняков. И там в целом, и там в целом такая через полосица. В Сараево жили и сербы, и боснийцы, вот, и начался конфликт, территориальный чисто конфликт, и для сербов было важно контролировать Сараево. Это расширяло их такой коридор снабжения между двумя частями этой подковой территории. Для них было важно захватить этот город. Но не удавалось, и на протяжении, получается, почти 5 лет продолжалась осада Сараева. Это, наверное, самая длительная осада в истории Европы в 20 веке. Мы гуляем с тобой по Сараеву в те дни, когда Екатерина Мизулина выступала в Екатеринбурге перед студентами. И там, в общем, случилась ситуация, удивившая, а кого-то шокировавшая, когда студент сказал, что срочники оказались бесполезны, она там же его заставила извиняться прямой угрозой, что если не извинишься, ты будешь привлечен по дискредитации армии. Как студента, пусть и находящегося в академ-отпуске, хочу тебя спросить, как ты это воспринимаешь? И саму ситуацию, и полные залы, и все остальное. Мизулина просто мерзость, абсолютно точно, да. Она при этом довольно жалкая, и не то чтобы влиятельная. Мне кажется, что ее влияние довольно сильно ограничено. Она, да, может спровоцировать там атаку на какого-нибудь блогера средней руки, вот, но на самом деле на этом все. Это человек, который упивается властью вахтера. Вот. Но да, то есть кому-то она может создать из-за этого по жизни проблем. Этот феномен, он омерзительный, она сама просто омерзительная. Она может воздействовать только на аудиторию очень молодую, которой, как будто бы нравится смазливое лицо, говорящее на серьезные темы. Вот, потому что она плохо говорит. Это очевидно, что она вот даже на этом отрезке, вот на этом вот видео, где с ней спорит студент, видно, как она плохо ведет логические линии, как она плохо ведет дискуссию, как она не может отстаивать свою позицию, потому что у нее проблемы просто с пониманием, что ей сказали и что ей нужно отвечать. У нее просто есть какие-то заготовленные тезисы, которые она повторяет как попугай. Но с этим справится, не знаю, нейросеть Мизулина, и сама Мизулина для этого абсолютно не нужна. То есть это, мне кажется, это таким явлением, которое скорее плохо говорит о нашем обществе, о ее аудитории, да, к сожалению. Ты в академии? Да. Тебя попросили туда уйти? Или ты я сначала ушел на какое-то время, но потом меня еще признали инагентом в довесок. И попросили не возвращаться? Созывался целый там совет какой-то преподавателей, они обсуждали, как вообще есть варианты, что делать. Вот. И, в общем-то, сказали, что меня не очень ждут обратно учиться. А совет из-за того, что ты иноагент? Да. Формальный статус очень сильно решает, то есть формальный статус государства. При этом он же запускался как статус, который не поражает в правах человека. Во-первых, нет, он сейчас поражает в правах. Конкретно есть ряд политических прав, которые поражены у инагентов. Типа нельзя подпись поставить? Есть споры у юристов по поводу того, можно ли подпись поставить, но нельзя... За кандидата в президенты. Нельзя способствовать выдвижению президента, кандидатов в какие-то органы власти. При этом формально можно быть самим депутатом. То есть у нас есть депутаты-инагенты, да, которые плашку вешают под депутатскими запросами. Но нет, конечно, для тетенек из деканата это ужас, стресс, кошмар. И легче, конечно, отчислить на первой сессии, в случае чего. Ты допускаешь, что не получишь высшее образование в России? К сожалению, это довольно велика вероятность этого. Как ты это воспринимаешь? Для тебя это действительно трагедия. Это большой удар довольно. Мне хотелось бы закончить высшее образование в России. Но вот так вот. А почему трагедия? Мне хотелось. То есть я довольно поздно, причем еще поступил на ИСТФАК именно. То есть я до этого учился на юрфаке, мне не понравилось, я ушел. В это время просто думал, чем хочу заниматься. И я все-таки решил, что история, которой я занимаюсь всю жизнь как хобби, это все-таки должно быть моей основной деятельностью. И пошел на исторический факультет. И думал, сейчас закончу исторический факультет. Может, в школе поработаю учителем. То есть учился уже в лучшем педе страны. Не получится.
Когда мы собрались в Сараево, люди, которые здесь были, они очень рекомендовали этот город, и они говорили, что это не очевидное место для путешествия, но при этом очень интересное тем, что здесь две империи смыкаются в одном. Много веков Сараево было частью Турции. Да. Османская империя была Да. здесь. Потом она стала частью Австро-Венгрии. Да. Ну и потом уже пошло история про Югославия. королевство хорватов, сербов и словенцев, потом королевство Югославия и Югославия социалистическая. И поэтому здесь, пока гуляешь, ты видишь, как одно пересекается с другим. Вот здесь много того, как мы привыкли себе видеть Балканы, а вот там просто целые улочки, которые ты ходишь и прямо понимаешь, что это Турция. Босния и Герцеговина — это государство, каких в Европе в целом, кажется, почти не осталось, или которых очень мало. Она, по сути, разделена на три части. Это Босния и Герцеговина, Да. населенная преимущественно босняками. Как мы говорим, босняки или башняки? И так можно, башняки обычно говорим, вот, или славяне-мусульмане. Да. тоже говорим. Столица в Сараево. Это Республика Сербска, не путать с государством Сербия, которая как та самая подкова почти огибает Боснию и Герцеговину. Бана-Лука там главный город, если я не путаю. И небольшое территориальное образование, которое называется Брчко. Брчко, да. Брчко. А самый север — это как раз на стыке этой подковы. Да. Это чтобы как раз, с одной стороны, не дать боснякам разрезать территорию сербов на две части, а с другой стороны, не дать сербам отрезать босняков от границы, просто выделили кусок и сказали, это будет принадлежать, но это будет под международной юрисдикцией. И там, если вы посмотрите вот этих вот верховных правителей, это все люди не из этой страны, это американские дипломаты. Американских дипломатов таких полуотставных ставят туда, и они управляют этим округом. Это просто вот эта территория под внешним контролем. Ну, это совсем небольшая территория, Да. там меньше 100 тысяч населения. Да, да. Но она важная в стратегическом плане, именно потому что если, передача ее одной из сторон может вызвать конфликт. Ну, по сути, такой гарант мира в некотором смысле. Тут сложно говорить о гарантии мира, если честно, ситуация тут напряженная, но пока работает. Расскажи про эволюцию своих политических взглядов. Хорошая история. Я был какое-то время ортодоксальным марксистом, такого неосталинистского толка. Вот. После этого постепенно дрейфовал от авторитаризма к демократизму и стал, наверное, оформился как социал-демократ. Ты в своих постах несколько лет назад, допустим, 4-5-летней давности, произносишь про себя фразу «убежденный коммунист». Да, точно так. А во сколько лет это случилось? Не знаю, в 16-17. А помнишь мотивацию? Каким образом 16-17-летний парень или девушка может очароваться коммунизмом? Я думаю, что видосы «Тупичка» точно были. Гоблин, Дмитрий Гоблин-Пучков, вот, и его исторические лекции. И была работа, очень адски черная работа. Я работал грузчиком, монтажником шатров. Я монтировал шатры. По ночам мы выезжали. Вечером, условно, в 9 часов вечера ты выезжаешь и возвращаешься домой где-то там в 12, в час дня уже на следующий. И получаешь за это где-то 1000-1500 рублей, и при этом точно знаешь, сколько на этом заработал владелец всего этого мероприятия, потому что у тебя маршрутный лист и с ценниками, кто сколько получил. И это, конечно, рождает такое наглядную иллюстрацию прибавочной стоимости ее теории. Ты такой, что-то в этом есть. Ага. Это была Беларусь еще? Нет, это была уже Россия. Вот. То есть была подработка в России, потом 18 лет она стала постоянной работой. Вот, и все. Сколько там проработал? Подработка была несколько недель. Всего, наверное, еще полгода, год. Первый курс студенческий. А когда, например, Гоблин рассказывает про то, как классно было в коммунизме, что происходит с деталями, за которые коммунизм обычно не любят? Он просто умалчивает? Нет, они подаются просто специфически. Фокус другой. Просто другой фокус, специфическая другая подача. Вот. И важно понимать, что для меня, все-таки при этом происходила какая-то историческая начитка, читал много исторической литературы. Для меня не было никогда желания во всем оправдать Советский Союз в моем коммунизме. То есть не было никогда желания, что Советский Союз во всем был прав. Я понимал, что были и структурные проблемы, и понимал трагедию массовых репрессий, и трагедию коллективизации. Но, конечно, смещался фокус, что, может быть, эти трагедии, они кладутся на алтарь, но за это мы получаем прекрасное светлое будущее. А видно, что на алтарь положили, а
прекрасного светлого будущего как-то не получилось. Значит, коммунизм. И когда ты стал уже смещаться в сторону, допустим, просто левой идеи? Ну, мне кажется, чем больше ты читаешь исторической литературы... Ну, то есть, грубо говоря, ты узнаешь, что массовые репрессии... Не, ну ты это знаешь с самого начала. Давайте так. Очень часто погружение в такую ярую ортодоксальную марксистскую просоветчину, оно начинается с разоблачения либеральных мифов, на самом деле. То есть начинается все с того, что ты в 13-14 лет набираешься мифами о Советском Союзе. Например, о Великой Отечественной войне, что была одна винтовка на 4. Потом ты открываешь видеоролик Дмитрия Пучкова-Гоблина, где он с историком вполне себе убедительно доказывает, что одна винтовка на 4 – это миф. Или, например, ты встречаешься с книжкой Александра Исаевича Солженицына, где он невероятными демографическими примерными подсчетами выводит десятки миллионов сидельцев в лагерях. Ты потом встречаешься, опять же, с историком Ступичка, который убедительно доказывает, что... То есть с Климом Жуковым? Например, да. Клим Жуков, насколько я понимаю, не совсем этим занимается, но условно. С условным Климом Жуковым, который убедительно доказывает, что никаких десятков миллионов нет. Посмотрите, какие десятки миллионов. И ты действительно понимаешь, что действительно врали, и там врали. У тебя происходит слом одной вот этой матрицы, и тебе тут же предлагают другую. Ты ее берешь. Вот. А потом уже постепенно, погружаясь в тему, ты понимаешь, что такие же мифы есть и с другой стороны. И ты просто погружаешься в науку, понимаешь, что в целом политика и историческая наука, когда они совмещаются, получается какая-то ерунда. Когда человек использует историю для обоснования своих политических взглядов, и именно так ставит цель, что интересно ему не изучить, как оно было, не просто он любит эту тему, горит по ней, поэтому изучает, а вот ему интересно доказать, что коммунизм, национализм, либерализм – лучшая идеология в мире. Получается ерунда. У тебя происходит историческая начитка, и во что это конвертируется? Понимание тех проблем, которые есть в современном обществе, в обществе капитализма, как выражаются левые политфилософы, что эти проблемы, конечно, должны решаться так или иначе, но при этом, что те методы решения, которые предлагали в прошлом столетии, и те авторитарные методы решения, которые казались привлекательными тебе в юности, они не работают, они работают плохо, и это зло само по себе. И ты дрейфуешь. Мне кажется, это, на самом деле, мы сейчас описали путь очень многих молодых людей, то есть в политическом лагере. Любой радикализм, он со временем смягчается о факты, о реальность жизни, о начитку, какую-то насмотренность и так далее. Сейчас ты идентифицируешь себя как социал-демократ. Да. Правильно я понимаю, что это нечто вроде того, что есть в некоторых европейских странах, например, Германии или Северной Европе? Абсолютно точно так. Есть конкретная страна, где именно сейчас тот режим, который максимально близок к тебе по ценностям? На самом деле, сложно сказать. Везде, конечно, есть изъяны, и тут нужно глубже вникать, но, конечно, финский режим кажется довольно привлекательным. При этом, то есть политика там скучнейшая. Как-то пару раз выражался как раз, что я бы никогда не стал заниматься политикой в том или ином виде в поистине демократичной стране. То есть я бы ходил на выборы, конечно, как-то обсуждал ее вот так кулуарно, что-то бы делал, может, подписи ставил бы за кандидатов, но быть политиком в демократичной стране – это скучно. То есть на самом деле действительно так. Это карьера, одна из веток карьер, которые ты спокойно идешь и строишь. А быть политиком заниматься так или иначе, говорить о политике публично в авторитарной стране – это, конечно же, другое, это этический вопрос. Так ты, по-моему, политикой не собирался заниматься? Я не собираешься, как ты говоришь? Нет, как кандидат нет, но понятно, что эти дебаты, эти попытки рассуждать о войне, на самом деле попытки объяснить, как, на мой взгляд, Россия будет лучше, конечно же, в широком смысле этого слова, это политика. Конечно, это интересно в сегодняшней России, в том числе по этическим причинам. Я путаю, или ты первый заметил в слове пацана 2402 на доске? Да. Так и нет ответа, что это значило, поэтому мы можем подумать про смысл. Как ты это интерпретируешь? Это однозначно подтекст. Это класс. Да. Здесь сериал «Слово пацана», ходовой сериал. Класс на доске 24 февраля. Действие сериала в целом происходит в феврале, то есть, поэтому в случае чего создатели могли бы сказать, так совпало. В этот класс, в этот момент, заходит завуч или директор школы и говорит: на нашего учителя подло напали со спины.
Вот я не верила, что ребята из нашей школы могут так сделать. И на фоне вот этого 24 февраля герой нашего времени написано. И, ну, я не знаю, нуждается ли это в лишней трактовке. Да, нуждается. Это, То есть, давай я определенно обращу. умеренное антивоенное высказывание. Да. Умеренно антивоенное. Да. То есть, таким образом, создатели показали, что они воспринимают вторжение в Украину как нападение на спины от тех, кого От кого невозможно не было ожидали. ожидать. Да, да. У тебя были дебаты и с Сычом, и с Угольным. Как я понимаю, и тот, и другой хотят полного завоевания Украины. Да. Почему ни один, ни другой не идут воевать? Они как-то сам Угольный отвечал на этот вопрос, он считает, что там, он полезнее в тылу, условно, своей армии. Вот. И Сыч, наверное, тоже так бы ответил. Он полезнее в тылу, он там собирает солдатам на фронт экипировку, вот это все, не идут, не считают нужным. И, на самом деле, можно только порадоваться, что ребята хотя бы только призывают к убийству, а сами не убивают. Что-то в этом есть. А то, что они не убивают, тебе нравится больше, чем вот это огромное противоречие? Так это противоречие, мне-то только на руку, если задуматься. То, что я вынужден спорить с людьми, которые выступают за массовое убийство и отправку людей на массовое убийство, и мы с ними спорим где-то в теплом тылу, что мы с ними общаемся, они не под угрозой массового убийства, они сидят со мной в комфортной студии. Я говорю, всех людей с фронта нужно вернуть домой, они говорят, нет, нужно туда побольше людей отправить. И как вы думаете, проигрывает ли их позиция от того, что они сами на фронт не спешат отправиться? Конечно, она структурно проигрывает. Это тоже зритель, конечно, видит и чувствует. Мне не обязательно об этом говорить. Мне кажется, что чисто риторически понятно тут все развилки. Но так происходит. Перед дебатами с Угольным он предложил минуту молчания в память о Владлене Татарском. Да, это было через 2 дня после теракта. Да, и потом ты встал без всяких вопросов на эту минуту молчания, и потом когда у тебя мероприятие в Ереване одно было, в качестве аргументов, почему его решили отменить, было то, что ты, во-первых, у тебя свои взгляды на территориальную целостность Украины, а во-вторых, потому что ты почтил память Татарского. Это первый аргумент, даже самый смешной. Это как раз руководительница одного из гуманитарных проектов сказала, что она придерживается норм международного права, и поэтому она не может мне предоставить площадку. Я спросил, а в вопросе Арцаха вы тоже придерживаетесь норм международного права? Ответа не последовало. Понятно, что такое тупое следование каким-то как догмам, нормам международного права, которые работают плохо. Это, конечно, тоже структурно проигрышная позиция. Ты сомневался хоть на секунду по поводу минуты молчания? Нет, человек убит, каким бы он человеком ни был, и какие бы грехи он не совершал, действительно. То, что он погиб, это трагедия. И теракт, который произошел, это трагедия. И кроме него там не погибло, а пострадало еще несколько десятков человек, и это тоже ужасно. И почтить его минутой молчания с меня не обломится. Ты стал широко известен после фильма «Обыкновенная денацификация». Ты много где появлялся и говорил про это, но я все равно хочу задать некоторое количество вопросов, потому что, на мой взгляд, это грандиозная работа. Ты помнишь, как пришла тебе в голову эта идея? Она давно носилась. Я пытался попасть в Мариуполь еще во время его штурма, когда город еще не был полностью взят. У меня были контакты с бывшими представителями МГБ ДНР, просто знакомства, которые меня связывали с людьми из ВС ДНР, которые вроде как могли бы мне обеспечить проезд туда. Но в итоге сорвалось. В Мариуполь? Нет, как кому? Тогда, в качестве кого? В качестве прессы, журналиста, так. То есть скидывали просто мой телеграм-канал и говорили, что этот может приехать. В итоге в последний момент все срывалось. Я понимаю, почему. В целом идея была такая авантюрная, официально ехать туда. Но да, такие варианты прорабатывались. Потом проработался вариант с гуманитарной миссией. Я узнал про эту гуманитарную миссию. Мы пообщались с ребятами из гуммиссии, я отпросил. Я поработаю на вашей гуманитарной миссии в качестве волонтера, то есть буду выполнять весь этот цикл работ, который волонтер должен делать, то есть разгружать, загружать, развозить обогреватели в Мариуполе. Но в свободное от этого время я буду снимать документальный фильм. Они потом говорили, что у вас был договор, что ты не можешь снимать других ребят-волонтеров.
Но при этом сам видос начинается с очень запоминающегося тейка про то, что не берите ничего от местных, потому что отравят. И там видно ребят-волонтеров. Было оговорено, что конкретные ребята-волонтеры, какие-то конкретные отдельные, не могут попадать в фильм. Общего такой договоренности не было, вот, что вот все ребята не могут попадать в фильм. И, к сожалению, на одном из кадров коротенько попал человек, который не хотел, чтобы он был в фильме. Вот такое случилось. Ты замазал его потом? Да. Многие были в курсе, что ты снимаешь? Ну, что я снимаю, то абсолютно точно все были в курсе, я с камерой ходил. Девушка из Донецка, которая у тебя там в кадре присутствует спиной, но по голосу, по частичному профилю и, самое главное, по... Все уточнялось у нее, насколько, как ей комфортно, вот, как, что я должен публиковать. Вот она мне, например, рассказала историю про своего отца. Да, просто после этой истории, ну, как бы ее совсем несложно вычислить. Все, абсолютно очень легко вычислить. И я именно поэтому, когда она мне ее только рассказала, я тут же с ней проговорил. Ты понимаешь, что если я могу, конечно же, вставить эту историю. Но ты понимаешь, что в целом органы тебя вычислят без каких-либо проблем. И в целом по твоей истории, даже когда мы обсуждали с ней, что я еду снимать, у нее история специфическая. То есть это человек, который в Донецке снимал про украинские тиктоки. И на нее уже заведено уголовное дело. То есть понятно было, что следователь, который увидит этот документальный фильм, он сложит 2 × 2 и поймет, что вычислить несложно. Вот, но она согласилась на все это и согласилась пойти вот на какие-то возможные риски, которые, конечно же, с ней все проговаривались. Какова ее судьба? Насколько я понимаю, все в порядке. Мы давно связывали последний раз, но когда мы связывались, все было окей. Окей, это она не в ДНР? Она не в тюрьме. Больше ничего, наверное, говорить не стоит, но она не в местах заключения. Для тех, кто или не смотрел, или смотрел, но забыл, почему она не уезжает из Донецка? У нее уголовное дело было, у нее была подписка о невыезде. Она не могла уехать чисто физически. Вот. И ей не хотелось. У нее была этическая позиция, что это мой дом, это мой город. Вот. Я считаю, что мой город должен жить с Украиной в одном государстве, но то есть, вот так вот сложилось. Была такая позиция. Вот у нее, я ее понимаю. Вот, но насколько это возможно сейчас, уже можно дискутировать. В 2017 году ты на вечеринке вместе с другом пел «Вставай, Донбасс», Да. гимн СССР, Да. при этом еще и гимн Украины и Беларуси. Да. То есть интересное сочетание. Да. А в 2019 году ты думал вступить в ополчение ДНР. Было такое, было. Объясни свое состояние этих лет. Почему ты хотел это сделать, почему ты пел такие песни? Песни там был такой набор, да, в целом мне нравятся политически заряженные песни, как видно из этого, независимо от их принадлежности. То есть это было ближе к мета-иронии и угару. Да, это было скорее такое, то есть они интересные, действительно, политически заряженные люди делают иногда интересные треки. Я до сих пор слушаю некоторые треки там условных зетников, условных сторонников там Донбасса, войны. Вот, «Вставай, Донбасс» тоже все еще как бы... антропология. Да. Вот. В 2019 году это было такая... Начало только погружения в украинский кризис, конечно же, через призму республик, которые угнетаются, культуры, которая угнетается, русской культуры, которая угнетается. У этого есть основания, но, конечно, это все было в тот момент в моей голове гиперболизировано. Ну и тут я был помладше, порадикальней в целом. Вот. И меня там, например, особенно задело, что памятник Жукову снесли в Харькове радикалы. Я тут подумал, как-то это вообще совсем неправильно. Что, почему это происходит так? Это совсем некрасиво. Не так все должно быть. И мне тогда я начал искать варианты, как поехать, собственно, в ополчение ДНР. Вот. Но, во-первых, к счастью, мэр Харькова тут же заявил, что памятник будет восстановлен, это какие-то радикалы, непонятно кто вообще, да, левые люди. Люди, с которыми я связался по поводу ополчения ДНР, меня тут же отрастили. Им в тот момент им не нужны были солдаты удачи, вот эти вот ребята, которые идейные заходят, что-то делают. Они говорят, никакого ополчения нету, у нас уже регулярная армия, у нас тут свои какие-то правила, порядки, и это не про романтику, это про простую рутинную работу. Поехать служить и умереть из-за снесенного памятника Жукова. Да, это, конечно, стоит ли это того? Это было бы сильно. Это, сейчас для меня сегодняшнего очевидно, что не стоит, а тем более не стоит ради даже памятника Жукова, что на самом деле важная часть и русской культуры, не стоит убивать.
да. И не менее страшным является факт, что ты можешь кого-то убить из-за памятника, из-за куска гранита. Это тоже, конечно, не самое доброе. Нет, сейчас это для меня абсолютно неприемлемо. Понятно, что объективной социологии нет, и здесь, в общем, скорее только твои ощущения, но поэтому выскажись о них. Как ты оцениваешь количество людей, которые рады приходу России, которые разочарованы тем, что она пришла и все так получилось, и теми, кто хочет быть в составе Украины? Донецк, если мы говорим про старую ДНР, то есть старая ДНР, есть новая ДНР, и с ЛНР тоже ситуация. Говорим сейчас про старую. Про старое действительно очень многие рады, потому что что? Потому что 8 лет они жили непонятно в чем. Им вроде как пообещали Россию, они пошли на референдум абсолютно точно не для того, чтобы жить в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике независимыми какими-то недогосударственными образованиями, которые непонятно что, да, не для того, чтобы ездить через КПП, пенсии в Украине получать. Не для этого. Даже те, кто голосовали за референдумы, даже эти люди, они не в это верили. Они не за этим шли. Они шли для того, чтобы по крымскому сценарию пойти в Россию. Такие люди были. Социология в 2014 году давала им разные были оценки, 25, 30, 35. Это довольно существенная часть общества. Ну, ты имеешь в виду до оккупации еще? До того, как ДНР случилось? Нет, это апрель 2014 года. Это прямо накануне ДНР и первые дни после ДНР. Вот самый знаменитый соцопрос, на который все исследователи украинского кризиса ссылаются, это опрос Киевского международного института социологии. Надо сказать, довольно непредвзятый институт. Сейчас кто-нибудь обязательно удивится. Киевский, как это непредвзятый, честно фиксировал, что Янукович теряет рейтинг сначала, при этом честно фиксирует раскол таможенный союз, Европейский союз, Запад-Восток, честно фиксировал после Майдана, что постмайданная власть не признается легитимной в целом ряде областей Украины. То есть жители там говорят, нет, это новая власть, для нас нелегитимна, это не настоящая власть. Вот. Потом честно при Зеленском фиксирует пики рейтингов ОПЗЖ, партии кума Владимира Путина. То есть нельзя заподозрить их в том, что они вот какие-то супер предвзятые или какие-то пристрастия имеют, сделали хорошее социальное исследование, социологическое исследование. Вот. Надо сказать, что долгое время еще сайт КМИСа открывался в России без VPN, хотя в России .ua, вот этот вот домен, их массово рубили, но вот этот вот сайт долго работал, сейчас вроде как перестал работать. Короче, это просто, говоря о непредвзятости. И вот они давали примерно четверть граждан в Донецкой области, это сторонники того или иного прихода России. Но подавляющее большинство, конечно, по социологии в тот момент было за Единую Украину. Но время шло, ситуация менялась, работала военная пропаганда, по людям прилетали снаряды. Целые районы Донецка действительно разрушены. То есть есть проблемы. И многие уезжали. Да, и это тоже важно, что проукраинцы, им более свойственно уехать, потому что тут репрессии против проукраинских граждан естественным образом создаются. И поэтому к 2022 году кто-то вздыхает с облегчением, мол, Россия пришла, кто-то думает, вот сейчас все закончится, мы станем просто какой-то, частью России, как Крым. Будет как Крым. Может быть, будут какие-то проблемы, но в целом будет чуть-чуть лучше, чем было до 2014 года. Вот такие мысли. И тем более точно лучше, чем было в году 2021. Поэтому в старой ДНР и ЛНР действительно была радость того, что Россия наконец-то их приняла. Потому что, опять же, то, как Российская Федерация повела себя в отношении этих людей, это уродство невероятное. То есть реально подогревать настроение, мол, давайте уйдем в Россию, подогревать настроение, давайте проведем референдум по крымскому образцу, они его проводят и говорят, знаете, а мы не хотим вас брать. Вот, у нас свои интересы. Так, и в итоге, к чему это привело в 2022 году по настроению? Вот, по настроению в старой ДНР облегчение, пока война шла недолго, казалось, лучше ужасный ужас, чем ужас без конца. Вот. И какая-то часть, значительная часть общества действительно была рада. Но время шло, и люди разочаровывались. Потому что стало понятно, что если они в 2021 году думали, хуже уже не будет, то в 2022 году они поняли, нет, оказывается, может быть хуже. Оказывается, что когда твоя система водоснабжения идет через украинскую территорию, из украинской территории вам поставляется вода, у вас после начала широкомасштабной войны воды в городе нет.
Да, то есть вот так вот получилось. Вот. И действительно в Донецке огромная проблема. Вот это чисто гуманитарного характера. У людей нет доступа к воде, к водопроводу. Вот это город, огромный город. Это был самый богатый город Украины. Сейчас у них нет регулярного доступа к воде. В такой базовые вещи. Оказывается, что обстрелы, которых в 2020 и в 2021 году почти не было, в 2022 году становятся регулярностью. И оказывается, что теперь даже центр города небезопасен. Вот, то есть до 2022 года, даже в 2014-2015 центр города был относительно безопасен, потому что в основном стреляли на прифронтовых районах. Теперь же это просто кошмар. И люди разочаровываются. И огромная часть людей, такие условно вне политики, условно немного не сильно политизированные пропутинские, они массово понимают, что СВО им была на самом деле не нужна. Это было не для них, это было не ради них, это точно не в их интересах. А новое ДНР и ЛНР, это же еще интереснее. Да? То есть это, условно, Мариуполь. Это город, который был тоже витриной украинского Донбасса. Это был красивый город, в который действительно инвестировались большие средства, в котором были гигантские вот эти заводы, которые создавали высокооплачиваемые рабочие места. Единственная проблема в городе — экология была плохая, потому что, понятно... За что? Да, понятно, что много выбросов. И с этим пытались там бороться. И вот, наверное, самая главная проблема Мариуполя до войны — это вот как раз выбросы. Сейчас мариупольцам смешно вспоминать об этих проблемах, что вот мы об этом думали. Ковид еще был такой, да, тоже была проблема. Вот. Прекрасный город. И, конечно, глядя на Мариуполь после войны, понятно, что этим людям оно точно не надо было. Эти люди не ждали освобождения. Вот. И они просто растеряны, они просто не понимают, что происходит. Они просто живут эту жизнь, просто принимают ужасы как данность, что вот эти ужасы, они произошли, нужно как-то жить, выживать. Очень разные происходят психологические процессы при этом, но там значительное большинство населения не ждало Российскую Федерацию, не ждало его прихода. Там было меньшинство, которое, конечно же, положительно восприняло сам факт начала СВО, что сейчас мы будем частью русского мира, России. Но потом, побродив по руинам собственного города, они, конечно, таких взглядов уже не разделяют. Ты говорил, что отношение к Азову там не у всех положительное. Очень у многих довольно отрицательное отношение к Азову. Почему? Чем они мотивируют? Есть такая тема, она называется «Библиотека» в Мариуполе. Это... Пыточная? Да. Это слухи, конечно, преувеличивают количество людей, которых там реально Азов запытал, но факт действительно такой, что нацбаты замешаны в преступлениях против мирных жителей. Подтверждаются эти факты, в том числе и ООН, докладом уполномоченного по правам человека ООН. Действительно, да, в том числе и Азов, судя по всему, замешан в преступлениях против мирных жителей. Так или иначе, они проводили вот эту политическую фильтрацию. Вот. И, да, это было. Азов воспринимается, это в целом радикальные националисты, а они воспринимаются немного чуждо. Хотя, опять же, отметим на всякий случай, что Азов — это не какой-то батальон Западной Украины. Это батальон, который в основном набран из жителей Восточной Украины, из того же Мариуполя, футбольные фанаты, ядро, наверное, и из Харькова тоже футбольные фанаты, ядро важное Азова. То есть это местные люди, но радикальные националисты. Вот, радикальные украинские националисты. И многим местным они действительно не нравились. Но при этом многие из уехавших местных, которых большинство, да, они считают, что это, да, защитники, это наши герои. Но из оставшихся, наверное, очень низкий рейтинг у батальона Азов, вот такой электоральный. Тебя задержали белгородские полицейские, и ты после этого сказал, что белгородские полицейские прекрасные ребята. Да. Ты конкретно тех имел в виду? Конкретно, я всех я не знаю. Конкретно те, что меня задержали, со мной обращались супер лояльно, нормально. Вот, мы нормально пообщались о том, что у них происходит, какие у них взгляды на войну, как они относятся вот к тому, что происходит на фронте, как они относятся к мобилизации ДНР, ЛНР, да, к трагедии народа Донбасса. И там и понимание я встречал кое-где, и, мы нормально провели время. Мне было понимание? Да, условно, показывать проблемы СВО через трагедию народа Донбасса — это одна из важнейших оптик, которым нужно работать антивоенному движению в широком смысле, потому что... Ты про то, что им пообещали одно, сделали другое, ты про абсолютно чудовищную мобилизацию, когда хватали всех и
поправь меня, если это не так, это первые фотографии, первые месяцы войны, это были самые необмундированные люди. То есть их просто как мясо воспринимали. Абсолютно так. И я тебе больше скажу, Пушилин оправдывался за этот случай, но раз один из случаев дошел до Пушилина, значит, точно несколько по республике есть. Школьников мобилизовывали. Человек школу не закончил, его мобилизовали. Ну, то есть в паспорте уже 18 лет, но еще школу не закончил. И по твоей практике это действует на тех, кто за войну? То есть это достукивает до них гораздо больше, чем убивать соседей, оккупировать чужую землю и все остальное. Это гораздо более, это ближе. Да, потому что тут, понимаешь, ломается риторика пропаганды про спасение народа Донбасса. Это важнейший... Мы типа за ним пришли, мы типа его пришли защищать. Смотрим по фактам. Самая уродливая мобилизация. Почему-то, понимаешь, при всем... В России тоже была уродливая мобилизация. Любая мобилизация, так или иначе, это уродство общества, и это насилие над обществом. Да. Но в России отгрузили эти 300 тысяч человек. В Москве мобилизацию закончили после первых, видимо, опросов повышения тревожности и новостей о том, что там вот кому-то повестки у метро раздают. Первое, Собянин сказал, все, мы уже закончили, мы уже справились, все, мобилизации в Москве не будет. Где-то там в Дербенте была история про то, что ездила машина, говорилось всем гражданам мужского пола явиться в военкомат, у нас мобилизация. Вот. И там мэр Дербента стучал кулаком по столу и говорил, да как это так, вы что, дебилы? Он вот именно так и говорил, как и так, зачем вы панику наводите? Вот. И вот провели, и все, и забыли. Вот. Там люди другого сорта, других прав для российской власти. Люди, которых можно реально вот так вот схватить, на улице тебя схватили, кинули в микроавтобус, чего все-таки в России не происходило. И ты через несколько дней уже на передке. Ты абсолютно бесправен, у тебя нет никаких прав, никак ты их не можешь отстоять в ДНР. Ты можешь быть гражданином предпенсионного возраста. В России ты не можешь пойти на мобилизацию, при всей жести нет, предпенсионных не призывают. Там плевать, ты отправляешься, и как раз Владлен Татарский, которого мы с тобой вспоминали, он за пару недель до своей смерти, а это был уже какой-то год войны шел, да, он говорил, ребят, демобилизуйте предпенсионеров. То есть у нас воюют люди 50 плюс лет, мобилизованные, 55 плюс лет воюют. Они не могут ходить нормально с каской, с броником. Вот, и это говорил Владлен Татарский. То есть вот это вот за этого. Это вот насколько вот начало отношения к народу Донбасса. Потом мы посмотрим, слушайте, откуда в Донбасс шла вода, вот это вот вопрос. То есть, а вы думали над вопросом, а как вы обеспечите жителей Донецка водой? Вот вы сейчас за счет боевых действий явно прервутся поставки из Украины воды. Что вы на этот случай придумали? Они ничего не придумали. Они думали, что за несколько дней все закончится, и ничего придумывать не надо. Таких вопросов, их очень много возникает, и на них, на самом деле, нет ответа в рамках парадигмы пропаганды, что мы делаем это ради какого-то народа Донбасса. Народ Донбасса — это одна из главных жертв этой войны. И это очень важная оптика, которую нужно показывать людям. Сараево важнейший город для истории еще и потому, что событие, которое случилось здесь в 1914 году, началась Первая мировая война. Мы у того самого моста. Что здесь произошло? На той стороне наследник австро-венгерского престола после, что интересно, неудавшегося покушения. Сараево тогда часть Австро-Венгрии. Австро-Венгерская империя. Они как раз вот недавно ее аннексировали, например, что они до этого ее оккупировали, но она формально оставалась частью Турции, при том, что ее уже контролировала Австро-Венгерская империя. Они ее аннексировали позже, это вызвало кризис, тоже Первая мировая война могла начаться тогда, если бы стороны были готовы, но не были готовы. Российская империя это проглотила. Вот. Хотя сербы протестовали, требовали войны, требовали, что вот наших же славян сейчас присоединят к австро-венграм, как это так. Но тогда обошлось. Уже часть Австро-Венгрии, наследник престола едет с визитом. Надо понимать, что у самого наследника там очень такая несчастная история. Он очень часто ездил с визитом по империи, потому что у него был неравный брак. Его жена была неровней его уровню династического. Да. София. Да, и поэтому он даже специальную бумажку подписал, они вместе подписали, что им император разрешает вступить в этот брак, но при условии, что их дети и она ни в коем случае не унаследуют престол. Из-за особенностей этикета
придворного, она всегда сидела где-то там у края стола, не там, где сидит ее муж, над ней всегда насмехались, понятно, что она была таким объектом унижения, но когда они выезжали куда-то в провинцию, ей оказывали действительно королевский почет. При этом, Вот. как я понимаю, там была любовь, и он максимально ну, нежно, замечательно к ней относился. Иначе сложно объяснить, почему он действительно женился на женщине ниже статуса. Мгновенная страсть, одумался, ошибся, одумался, Нет, страдал. там действительно, Но там не так. да, там действительно. И оба очень набожные люди, такие очень, казалось, приличные для того времени. Вот. Соответственно, Франц Фердинанд приезжает, сербы воспринимают австрийцев как оккупантов, врагов. Вот. Поэтому здесь разные сербские группировки объединяются. Это студенческие группировки. Одна из них — это Млада Босния. В ней состоял небезызвестный Гаврила Принцип. Ему тут раньше, при Югославии, ему тут стояла даже памятная доска. У этой памятной доски тоже очень интересная история, что памятную доску поставили как герою, потому что для сербов он герой. Герой сопротивления. Да. Гаврила Принцип, собственно, тот, кто убил Франца Фердинанда. Сейчас мы к этому подойдем. Вот. Эта памятная доска тут стояла как герою. И когда немцы вошли в 1941 году, они вошли в Югославию, тоже они оккупировали Югославию в 1941-м, они вошли прямо накануне дня рождения Адольфа Гитлера. И эту доску сняли и привезли в Берлин. Фюреру есть прекрасная фотография, где фюрер смотрит на доску, где Гаврила Принцип герой, а фюрер же ветеран Первой мировой войны, Гитлер. И вот он на нее смотрит как на трофей, что вот я смотрю на человека, из-за которого началась Первая мировая война, я ветеран Первой мировой войны, и вот мне привезли эту доску в качестве трофея. Потом ее при боснийских властях ее уже сняли, повесили нейтральную такую доску, что он не герой и вроде не враг, ну вот просто случилось событие. Да, подуспокоились. Хотя все еще отношения разные. В Сербии он все еще герой, для других народов, но все-таки человек убил 2 людей. Так вот, и после неудавшегося покушения королевское... Как я понимаю, он сначала ехал там, на прием к мэру Сараева, и первая попытка покушения случилась. Кинули бомбу. И чувак, который... Это не здесь было? Нет, не здесь. Чувак, который кинул бомбу, по плану должен был таблетку с ядом выпить и прыгнуть в реку. Но, во-первых, яд не сработал, во-вторых, река была не очень глубокая, и поэтому его вытащили, и толпа еще очень сильно сбивала. Тут можно, кстати, посмотреть на реку, на ее глубину. Действительно было понятно, что идея их была глупой. Мы не знаем, какая она была 100 лет назад, потому что многие европейские реки по-другому выглядели 100 лет назад. Его оттуда достали, толпа избила, и только потом его сдали местной полиции. Франц Фердинанд поехал во дворец, там выслушал немножко ошарашенный мэра Сараева и поехал обратно. И важно, что мэр ему тщательно объяснял, что это как бы это единичный случай, это случайность, вот, и это типа, вообще-то к вам хорошо настроены все доброжелательные, вот, и он действительно поехал дальше, хотя вообще-то, после покушения хорошо было бы, посидеть. Меры предосторожности соблюсти. Но он поехал в госпиталь. Пострадавшие от взрыва, были другие пострадавшие, он поехал к раненым. Пара десятков человек пострадало от самого взрыва гранаты. Да. И он поехал, в целом, на самом деле, очень такой важный шаг, такой серьезный, да, как бы из-за тебя как будто пострадали. Понятно, что не он виноват, но это важный акт поддержки пострадавшим. Вот, он поехал с женой, и тут как раз из одной из кофеин выходит у нас Гаврила Принцип, видит. Тут непонятно вообще, на самом деле, что он думал в тот момент, потому что по одной из версий он был уверен в тот момент, что покушение успешное. Он же не знал, что случилось. Бомба, взрыв, какие-то раненые, что-то все такое, он скрылся. Он выходит и видит, вот он, Франц Фердинанд, едет в открытом экипаже и стреляет в него и в его жену и убивает их. Я правильно, это слепок ног Гаврилы Принципа? Это условность очень большая. На самом деле он и стоял не тут, как нам подсказывали местные. Чуть-чуть ближе к дороге. 1,5 метра до объекта выстрела было. Слушай, а ты когда-нибудь проводил социологию? Сколько людей узнали про Гаврилу Принципа из трека Оксимирона? Я думаю, что все-таки я не проводил, но в моем окружении точно таких меньшинство. Вот. Но я думаю, что есть люди, которые действительно очень много узнают из треков Оксимирона. Хоть как-то, пускай узнают. Вот, ты как-то говорил, что Оксимирон очень глупый человек. Да. Я не помню, было ли там слово «очень», но, в общем, глупый было. Человек, да. Почему? Он довольно начитанный, но видно из-за того, как он использует свою начитку, какие смыслы он вкладывает в все свои вот эти вот тексты, вот свою поэзию. Видно, что он довольно поверхностный, и у него довольно поверхностные, глупые тезисы, то есть довольно-таки очевидные, но с очень умным видом. Вот. Человек не способен на тщательную саморефлексию, мне кажется. Человек не способен осознать, что вот эта вот суперсерьезность для таких поверхностных тезисов, она выглядит смешно, и он показывает себя как глупого человека.
Ну, то есть тут это ощущение, безусловно, я же не знаю, я не замерял интеллекта Оксимирона. Мое ощущение, что он глупый человек. А пример поверхностности? Ну, нужно подумать, посмотреть, но тут мы можем, наверное, включить с тобой практически любой новый трек, вот, и видно, что у него такое довольно нелепое, серьезное, при этом поверхностная тема. Вот. Ну, то есть нелепое, серьезное изложение поверхностной какой-то темы, поверхностных тезисов. Это, опять же, это ощущение. Я не предлагаю по моим ощущениям замерять интеллект людей. Возможно, он очень умный человек, просто мне не заходит его творчество вот именно в таком формате. Как часто тебя в поверхностности обвиняли? Я думаю, что иногда обвиняли. Ну, то есть в каких-то роликах, работах, не знаю. Ну, вот мне про Катынский расстрел у меня вышел ролик довольно поверхностный. Ты сам это признаешь? Да. Это была попытка влезть в научпоп формат, где мы каждую неделю будем делать часовой ролик по какой-то теме, и понятно, что за неделю невозможно нормально погрузиться в тему, и мы очень быстро от этого отошли. Почему это убийство подтолкнуло мир к тому, чтобы Первая мировая война началась? Это интересная, на самом деле, действительно тема, потому что таких кризисов было несколько до этого. Все они кое-как обходились. Это был кризис отдельный в Марокко, кризис, который я уже сказал по поводу аннексии Австрии этой территории. В этот раз что случилось? Австрийские власти знали, что террористам местным помогают сербы. Это была правда. Они действительно помогали. Австрийские власти даже не знают столько, сколько знают историки, потому что действительно уровень вмешательства сербов в дела вот именно Австрии на Балканах, он был очень высоким. Сербия тогда независимое государство. Да, конечно. Тоже там у них интереснейшая история. Они там до этого незадолго своего короля убили, у них там тоже проблемы были. Но их высший генералитет, в том числе, часть высшего генералитета состояла в такой террористической организации, называется «Черная рука». Ну, она условно называется «Черная рука» из-за печати их. Соответственно, австрийцы вышли на сербский след. Он был не 100% доказан, но им было понятно, что явно вот в этом убийстве замешаны сербы. Их обвинили, и им выдвинули ультиматум. 10 пунктов ультиматума касательно того, что нам делать из-за того, что как бы люди, связанные с вами, убили нашего наследника. Выдвинула Австро-Венгрия. Австро-Венгрия выдвинула Сербия. Надо понимать, Гаврил Принцип серб. Вот, и сербский террорист. 10 пунктов, там разные, там от выдачи каких-то отдельных лиц, работы с пропагандой, как Сербия не должна поджигать настроение. Но самый провокационный был это требование австрийцев допустить в Сербию свою полицию. То есть австрийская полиция должна была работать в Сербии, расследовать убийство Франца Фердинанда и арестовывать лиц по своему усмотрению и так далее. Ну, для расследования. Да, не для осуществления власти, а для расследования. Для расследования, но в целом понятно было, что это нарушение суверенитета прямое. Сербия не могла на это пойти, это очень серьезный удар был бы и по престижу, по суверенитету. 9 из 10 пунктов Сербия согласилась выполнить, 10-й отказалась. Австро-Венгрия объявляет войну, Германия объявляет мобилизацию. Чтобы поддержать Австро-Венгрию. Вслед за Россией. Надо сказать, что Россия с Сербией связана тесными связями и открыто заявила, что она будет защищать Сербию от агрессии Австро-Венгрии. На условной как бы инфографике, которая сейчас появится, здесь с этой стороны Австро-Венгрия, Германия, да. С этой Сербия, Россия, да. Российская империя. Да. В свою очередь у России союз с Францией. И понятно, что Франция не может допустить того, чтобы Германия и Австро-Венгрия воевали против России, потому что в этом случае усилится центральный блок, и Франция останется потом один на один с Германией, а у Германии с Францией очень тяжелые отношения. Германия объединилась в ходе войны против Франции, франко-прусской войны. Это в целом это исторические враги на тот момент, это прям антагонисты Европы, поэтому очевидно было, что в случае, если Россия вступит в войну, Франция ее поддержит. С другой стороны, есть Великобритания, которая заявила о своем нейтралитете, да, она заявила о нем, но Германия с Францией не может воевать по своей узкой границе. Поэтому Германии пришлось, когда вот все разгорелось, вот эта страсти накаляются, Россия объявляет мобилизацию, Германия объявляет войну России, Франция вступает в войну. Германии нужно наступать на Францию, но не по этой узкой границе, а через страны Бенилюкса. И Великобритания, которая заявила, что она будет охранять нейтралитет этих стран, что их нейтралитет, вот, он зависит от нашего нейтралитета. Она была возмущена тем, что немецкие войска пошли по Бельгии, и объявила войну Германии. Так сложились блоки, в общем-то. Вот, потом позже к войне присоединилась Турция. Вот, и сложились блоки вот этих вот основных воюющих держав. С одной стороны Германия, Австро-Венгрия, которая напала на Сербию, соответственно. Турция, с другой стороны Россия, Франция, Великобритания и страны Бенилюкс. Сколько миллионов человек погибло в той войне? Очень много, десятки миллионов, разные оценки. Еще нужно понимать, что после этого в ходе, из-за Первой мировой войны была чудовищная эпидемия испанки, гриппа. Вот, и... Ковид тех времен.
Ну, это хуже ковида, мне кажется, даже. Но это, короче, это чудовищная потеря. До этого человечество не знало таких потерь от военных действий, боевых действий. Слушай, если со стороны, конечно, все это слушать, то это кажется, конечно, вот просто гимном того, насколько из-за того, что случилось здесь, трагедия и терроризм и все остальное, но это же просто вот тот самый эффект бабочки, каким он может быть. То есть, когда из-за ужасного, но локального события происходит просто невероятная мясорубка из-за того, что кто-то вовремя не остановился. Ну, тут важно уточнить, что в тот момент противоречий между великими державами накопилось очень много. Германия претендовала на колонии. Германия очень поздно сформировалась как единое государство, и она не успела принять участие в колониальной гонке. Ей нужны были колонии. Поэтому она конфликтовала с Францией и Великобританией, у которых колоний было много. Франция была унижена Германией до этого во франко-прусской войне и хотела взять реванш. И хотела усмирить Германию, которая становилась мощнейшей державой Европы. Франция до этого претендовала на роль именно такой мощнейшей державы Европы, и она была ей, и она хотела сохранить это господство. У Великобритании, соответственно, тоже скорее выступает за сохранение статуса-кво, за то, чтобы колонии остались за ней и господствующее положение в мире. А Великобритания — это крупнейшая империя в мире на тот момент, чтобы оно вот так вот и сохранилось. А немцы, в свою очередь, хотят уязвить британцев, чтобы развалить их колониальную империю, поддерживают мусульманский сепаратизм. Это важно. Вот почему Турция была важна для Германии, чтобы она вступила в войну. Потому что тогда правитель Турции, он был авторитетом для всех мусульман, а Британская империя во многом мусульманская. И, соответственно, через Турцию Германия хотела поджечь Британскую империю вот именно вот этим вот мусульманским сепаратизмом. Это интересно, вот, да, что немцы, которые у нас ассоциируются вот с таким вот максимальным европоцентризмом и исламофобией в том числе, вот эти вот немцы начала 20 века, они пошли на союз с мусульманами, и это им было очень выгодно именно для того, чтобы уязвить британцев. Вот. И все эти противоречия, у России были свои претензии, вот, но в целом, то есть Россия и Великобритания были согласны на статус-кво, на то, чтобы, как-то вот ситуация в Европе продолжала развиваться мирно еще несколько там лет в силу своих причин. Но Германия, Франция, Австро-Венгрия в некотором смысле, это были реваншистские государства, которые действительно к тому моменту были готовы развязать такую войну. Ты смотрел на Западном фронте без перемен? Нет. Новый фильм этот? Да. Нет, не смотрел. Читал Ремарка? Нет. Ну, я знаком с основными, конечно же, этими паттернами. Просто я и читал Ремарка, но, видимо, я это делал еще в раннем студенчестве, поэтому вот так вот по диагонали это никак не отложилось в моей голове. А вот именно в формате фильма это визуализировано гораздо лучше. Первая мировая война длилась 4 года. Значительная часть, чуть ли не 3 года Первой мировой войны, это была вот просто позиционная борьба с перемещением линии фронта на сотни метров, с уничтожением колоссального количества людей. Да, так это на самом деле довольно правильное описание. Вначале были какие-то резкие наступления, немцы наступали довольно успешно. Была опасность, что они возьмут Париж, распарилась такая вероятность. Но очень быстро это превратилось в позиционку, когда все стороны отмобилизовались. Стало понятно, что ни одна страна не способна на решительный прорыв. Наибольшие успехи в этой позиционке были, кстати, у Российской империи в ходе Брусиловского прорыва. Они довольно неплохо прорвали немецкий фронт и продвинулись на десятки километров, что тогда было невероятным успехом. Хотя сказали бы это каким-нибудь генералам прошлой войны, они бы рассмеялись, какие десятки километров. Но вот тогда это действительно казалось невероятным успехом. Потом последнее наступление Германии, вот эта последняя попытка взять Париж уже на последнем году войны, они модернизировали тактику, они сделали специальные тактические группы, которые успешно прорывали небольшие линии обороны, ликвидировали вот эти вот очаги небольшой обороны и прорывались вот так вот на уровне тактических групп, и вслед за ними шел фронт. Это тоже дало некий успех, и это наступление остановили уже пришедшие в Европу американские войска. Вот. Во многом они определили победу Антанты. Смотри про влияние Турции, и не в каждом европейском городе такое увидишь, что информация на местном языке, на английском, на немецком, и 4-й язык — это турецкий. Еще интересно, что местный язык мог бы быть разбит на кириллицу и на латиницу. Такое тоже у них часто. Но официально все-таки у них латиница. Дублируется обычно. Как мы называем местный язык? Боснийский? Да, можем называть. Но по сути, это один из диалектов сербско-хорватского. Это вот имперскость, тебя бы обвинили в этом, да. Но для меня, как для человека стороннего, сербо-хорватский язык — это практически один язык. То есть, и действительно, всего, опять же, несколько десятилетий назад, когда еще была целая Югославия, был один сербо-хорватский язык.
давай так скажем аккуратно, люди с бывшей Югославии могут понимать друг друга без переводчика абсолютно спокойно. Все. Нормальное антиимперское выравнивание сейчас было. Я всячески за него. Особенно, когда это говорит человек, который называет балтийские страны Прибалтикой. Вот. Не, ну я в целом, видишь, я против чужой имперскости. Переведи. Ну, это шутка, на самом деле, что типа, что вот российское наступление на российскую имперскость мне иногда кажется глупостью. Вот, а тут я не очень чувствую культурный контекст. И, может быть, конечно, это кого-нибудь бы оскорбило, что мы называем это сербо-хорватским диалектом. Действительно, местные жители могут оскорбиться тем, что их язык называют диалектом. А почему ты, кстати, говоришь Прибалтика, а не балтийские страны? Привык, потому что в книжках так читал, в культурном поле так потреблял. Но в этой же логике это же может оскорбить эстонцев, литовцев и латышей, латвийцев. Может быть. Противоречие. Есть такое. Ну что ж поделать. Ты имперец? Ну, наверное, нет. Нет, скорее нет. В самоанализе у тебя как-то возникало это? Ты думал о том, есть у тебя эти признаки или нет? Ну, и вот я видел как раз твое интервью с Парфеновым, кажется, где вы ходите по Болгарии. Да. И ты как раз вытравливаешь из себя имперскость, такой говоришь, что-то сказал такое, нет, значит, тут же, блин, бьешь себя пугом, говоришь, это имперство. Ну вот я над этим смеялся. Я думал, блин, как Юрий Дудь глупо выглядит в этот момент. О, а объясни, почему? Ну, потому что не надо стесняться своей культуры, не надо стесняться, что ты другой, что ты отличающийся. Да, твоя страна была империей. Если бы твоя страна была угнетаемым народом, ты бы этим гордился вообще без каких-либо... И тебе ни один бы там культурный левый ничего бы не сказал, да, если бы это была такая тема. А тут ты вынужден стесняться. Не факт, подожди. Не в моем факт. случае не факт. Потому что у меня это персонализированная все-таки история. Конечно, но все равно, то есть ты осознаешь, вот, что какая-то твоя инаковость, русская инаковость и твое русское восприятие — это обязательно оптика твоей страны как империя. Хотя это тоже может быть так. Это тоже, мне кажется, что это тоже что-то нормальное. То есть ты не должен стесняться своей культуры ни в коем случае, не стесняться своей инаковости. Ты можешь ее демонстрировать и стесняться истории, где твоя страна действительно когда-то была, там, допустим, великой империей, которая раскинулась на огромных просторах. Это все вот должно... А я этого там... Ты там что-то у тебя там было... Ты подменил понятие абсолютно. Смотри, во-первых, стоп, важная давай, деталь. Это классическая история, когда подменяешь понятие, и человек, а предмет, о котором ты говоришь, выглядит вообще не так, как это выглядело. Никакого стеснения или, прости господи, стыда из-за культуры не было. Ты там сказал, вот русские буквы. Нет, в моем присутствии, в моем представлении имперскость, это очень упрощенно, это высокомерие. Да. Это поглядывание на кого-то свысока. Вот это те вещи, в которых мне себе не нравятся. Вот и все. И хихикать над языком, например, над чьим-то, ну, как бы в моем вот текущем представлении это мне не нравится. То, что мы вздрогнули сразу, полиция по-русски написано. Это написано по-болгарски. Это по-русски написано болгарскими буквами. Написано советскими буквами, а слова не те. Так, давайте зафиксируем. Это тоже было выдавливание имперскости из меня сейчас. То есть не вся вышла. Да не. Ну это гиперболизировано. Там в какой-то момент, мне кажется, даже Парфенов тебя осадил, сказал, слишком ты много об имперскости думаешь. Если тебя слишком... Да, извини. А если тебя Парфенов на этом словил, то кажется, что действительно есть какая-то проблема. Он по-другому сказал. Он сказал, что вы слишком подробно живете. Да. Не живите так подробно, как говорил вышеупомянутый Лев Толстой. Мне кажется, что у многих русских родился комплекс, связанный с войной, связанный с виной. Тут как раз есть хорошая книжка Ясперса об ответственности Германии после мировой войны. И там проблематика очень похожая. Несмотря на то, что знаю твое отношение к историческим аналогиям, проблематика именно общества, переживания опыта, она похожа в какой-то мере. Отношение к аналогиям, что есть ощущение, что исторические аналогии не работают. Да. Вот. И Ясперс строго разделяет ответственность и вину. И тут тоже важно понимать, что нету у русских людей, которые не поддерживают эту войну, которые выступают против нее за ее скорейшее окончание, у них не должно быть комплекса вины. У них есть ответственность. Это понятно. Когда вы причисляете себя к какой-то одной общности, вы считаете, что вы часть этой России, вы участвуете, о чем мы говорили с тобой, в выдумке России. Потому что Россия, как любая страна, выдумана. Ты про создание мифа. Да, в целом. То есть государство — сила государства определяется силой веры в него людей. Государство — это идея. Она существует только из-за людей, из-за их мыслей, из-за того, что они в них верят. И если вы верите в Россию, если вы считаете себя частью России, если вы считаете себя русскими, у вас есть ответственность за эту общность, за это государство, за то, что оно делает в том числе. Но вина — это совершенно другое.
И никакой вины и комплекса вины у русских и из-за этой войны быть не должно. Ты, мне кажется, собрал такие, знаешь, какое-то коллективное настроение из Фейсбука, Да, вот, да. и перенес его конкретно на меня. Да, извини, пожалуйста. Да, но мне кажется, это не совсем справедливо, потому что у меня есть, если не алиби, то простой проверочный факт, который доказывает, что я не стесняюсь ни в коем случае своей русской культуры, и это проверочный факт. Что с моей татуировкой на руке российского флага? Я не знаю. Она Это- как была, Ну, так это и хорошо. есть. И в Это- футболках я хожу, и по пляжам я хожу, и по всему это- остальному. И ничего я с этой татуировкой не делал очень и хорошо. не собираюсь. Поэтому, мне кажется, это все-таки такое коллективное Нет, впечатление. Безусловно, я говорю, что я посмеялся над этим моментом. Это, безусловно, такое. То есть это не супер рацио аргумент, то есть не супер такой осознанный аргумент. Как осознание того, что Оксимирон глупый, оно не подтверждено критической работой в адрес творчества Оксимирона. Это мое ощущение, что он глупый. И вот у меня было ощущение, что у тебя был какой-то комплекс в этом интервью, который ты так озвучил. То есть, примерно, мне похуй. Я так чувствую. Буквально так. Мы с тобой шли, обсуждали, что ты жил в Беларуси, Да. и ты произнес фразу, что «а вот в большой России». Что это Да. значило? Беларусь, когда я там взрослел, это Витебск был, составляла с Россией абсолютно практически единое культурное пространство. Это люди, которые считают русскую культуру частью культуры своей. Они считают, что они, конечно, другие, но они очень близки к России. Это, при этом важно понимать, что это безбарьерная среда. Между Витебском и Смоленском нет границ. Это люди, которые постоянно курсируют туда-сюда. И это абсолютно вот стертое понимание вот различий между витеблянами и условными россиянами, которые живут в Смоленской области. Смолянами. Да, смолянами. Поэтому, конечно, была какая-то такая ассоциация большой России, малой России. Да, есть в этом что-то, наверное, не самое доброе. Но вот так вот оно осознавалось. Осознавалось очень мало. У нас в классе ходили разговоры, насколько нам нужно учить белорусскую мову. Вот мы в 11 лет учили белорусскую мову, и у нас где-то на 8-й год возник вопрос, а зачем? Никто не говорит на ней. Никто. В Витебске я не знаю никого, кто бы постоянно говорил на белорусской мове. Никогда мы не видели носителя белорусского языка. Мы учили белорусскую мову только в школе. И у нас вот к 8-9 классу, наверное, 2/3 класса дружно заявляли, что нам белорусская мова, она не нужна. Мы не хотим ее учить. Зачем нам ее учить, если мы не хотим? Мы не видим пользы. На Западе Беларуси ситуация чуть лучше в этом плане, да, то есть в плане носителей, но тоже подавляющее большинство говорит на русском. Ну и вот есть из-за этого тоже, в том числе, ощущение себя единым с русским культурным пространством. Ты имел в виду культурное пространство? Да, конечно, конечно. Политическое — это совершенно другое пространство. И политическое самоощущение другое. Вот в плане политического самоощущения взаимоотношения с государством белорусы и русские все-таки различные. А если коротко, в чем? Ну, для белорусов русские какие-то, на самом деле, довольно либеральные. Ну, что-то можно на красный свет дорогу перейти, ну, что-то можно, не все законы соблюдать, можно пытаться там от налогов уйти, можно на пикет ходить не раз в 30 лет, да. То есть, на самом деле, до 2020 года, после 2020 года эта иллюзия сломалась, действительно были мощнейшие протесты, потому что очень много накопилось, но долгое время до этого момента для многих белорусов казалось, что в России, свобода. Слушайте, у вас митинги проходят, и проходят, и то есть, и людей даже из вузов не отчисляют. Ну, бывали единичные истории, но... Когда читаешь и слушаешь твои сравнения Беларуси и России, может сложиться впечатление, что ты просто вот так вот рассыпаешь комплименты нашим ментам. Они вообще не такие, они чуть ли не душки и все остальное. Я в этот момент думаю, так, точно Штефанов? Точно Штефанов? Или я все-таки переполз куда-то на... Просто действительно белорусские менты звери, и даже по сравнению с ментами российскими. То есть важно понимать, что тут, наверное, дело в управлении. Может, не в самих людях, а управление — это системные вещи. В белорусской милиции поддерживается садизм. У меня есть история. У меня из класса только 2 человека не поддержали в 2020 году протеста. Они 2 пошли служить в милицию. Вот такая вот у меня нерепрезентативная социологическая выборка из моего класса школьного. У меня был еще человек, учился со мной в одной школе, но на класс младше. Мы с ним встретились уже после школы закончили, что-то мы пересеклись с ним случайно в Витебске, пошли посидеть, пообщаться, в какую-то кафешку. Вот. И сидим, общаемся, он говорит, я вот пошел в милицию служить, мне интересно, я что-то спрашиваю, расспрашиваю. Порасспрашивал его про милицию, про разные особенности. Он говорит, все, теперь пойдем бить бомжа.
Он пошел, мне предложил пойти на заброшку. развлечение? Да, пойти на заброшку. Он это идеологически еще обосновал. Он говорил, это же антисоциальный элемент. Он же не платит налоги, он же бухает. Вот. Это вот человек пошел служить в милицию. Это один из примеров. Да, сколько ему лет было в тот момент? 19, 18. А он курсант или уже... Не, он уже служит в милиции, он уже ходит ППСник. У них же даже в армии не обязательно служить, чтобы в милиции быть. Вот, это нормальный способ откосить. Было какое-то время, может быть, сейчас это не так. Вот, поэтому... Ну, это вот жесть. И поэтому 20-й год для меня не был прям архи-удивлением. То есть я понимал, что эти люди, если им дадут соответствующий приказ, они будут действовать именно так. В России, может быть, из-за специфики управления, может, из-за того, что АПшечка нормально что-то советует. Вот. Но разгон митинга в России выглядит 10 раз цивилизованнее. В 2019 год и все эти фотографии 2019 про то, как по икроножным мышцам херачат. Да, это тоже, это был эксцесс даже для российской системы, и это было это уже ужас. Я не хочу это оправдывать. Еще раз, я просто тебе скажу, что есть вот это вот, а есть белорусский опыт, когда бьют не только на площадях, бьют в автозаках, бьют системно, потом привозят, бьют в отделение, вот, и бьют, мало того, что бьют еще задержанных. Я не подвергаю сомнению сравнения. Бьют журналистов Russia Today еще. Да, понимаешь, вот это самое давай смешное. перевернем эту страницу. Да. Нет, я про другое. Просто не кажется ли, что вот это сравнение сам тейк устарел, когда мы каждый день видим новости про белгородских милиционеров. Ты вот говорил, что ты встретил нормальных, а параллельно где-то в эти же даты, не конкретно, но в этот же год или 2 года выходит новость, что человеку, который букву Z сжег в Белгороде, его пытали, 200 раз ударили электрошокером, пообещали отрезать ноги или руки, изнасилование гантелей при задержании и все остальное, все вот это вот вокруг. Это все жесть. И нет ли ощущения, что вот эта жесть, она переползла уже через границу? Она постепенно идет, белорусизация идет в этом плане, но все еще и из-за ресурса, сейчас сложно сказать из-за чего, и из-за ресурса, и, может быть, из-за остатков этой цивильности. Ну, например, в России нет такой практики, что каждого, кто участвовал в каком-нибудь митинге, находят, врываются к нему в квартиру, обыскивают и устраивают этот ужасный обыск, когда еще, знаешь, это тот обыск, где тебя могут, не знаю, у тебя БЧБ-флаг, например, да, ну, тебя возьмут, разденут догола, обвяжут этим флагом, разрисуют тебе пенисами лицо, потому что посчитают, что это хихи-ха-ха, смешно очень, и на видео запишут, как ты извиняешься. Но при этом извинения же все-таки прям дошли уже. Дошли до извинения, тоже ужасная практика. И важно еще, есть еще особенность в России, есть тоже аномалия, вещи, где белорусизация идет быстрее, Крым. Быстрее гораздо идет. В Крыму вот практика того, что за каждый нелояльный пост, нелояльный коммент люди врываются реально, при том, что это не по закону Российской Федерации. По закону Российской Федерации, то есть они шьют там людям дискредитацию, но ты не можешь по административной статье вламываться в жилище. Ну, это не правонарушение. У тебя только в случае преступления, в случае уголовной статьи можешь вламываться. Им плевать, они все это снимают, они снимают, требуют извинений, они вот прям там жестят. Но тут тоже понятно, что территория специфическая, легитимность неполная, не чувствуется полностью эта легитимность, и фронт близко. Вот, и поэтому они там жестят сильнее. Для тебя то, что случилось с Навальным, это смерть или убийство? Это убийство. Ну, это не противоречивые вещи. Конечно, смерть и убийство – это вещи не взаимоисключающие, но это определенно убийство. Тут вопрос просто в деталях, да, так или иначе. Можно спорить об этом, хотя сейчас, наверное, любой спор об этом, он будет восприниматься очень агрессивным. Причем, по понятным причинам, это очень болезненная тема. То есть можно спорить, было ли это именно убийство ровно в этот момент, то есть специально или вот именно ровно сейчас решили, что сегодня Алексею Навальному пора умереть, да? Или это было последствие того медленного убийства, тех условий, которые планомерно пообещали Алексея Навального, чтобы он рано или поздно скончался. Об этом можно спорить, на мой взгляд. То есть тут, конечно, мы не обладаем пока фактами, мы не можем только доводами оперировать, но те факты, которые все-таки мы имеем, они нам ясно говорят, что как минимум ответственность за гибель Алексея Навального несет Владимир Путин, а как максимум, и вполне вероятно, это убийство согласовывал и так или иначе оформил Владимир Путин. Ты писал еще полгода назад. И нет, я не верю, что это для Навального закончится чем-то хорошим. Если он проведет на особом режиме 5-6 лет, то крайне маловероятно, что этот человек сможет вообще чем-либо заниматься после своей отсидки. Это просто медленное убийство. Ужасно, мерзко и подло.
Вот ты когда это писал, убийство это была скорее фигура речи, или ты уже тогда допускал, что это может закончиться так, как закончилось в феврале? Я не думал, что это произойдет так скоро. И, если честно, я думаю, что и расчет убийц Навального был не на такую скорую кончину. Опять же, повторюсь, тут только доводы. Давайте, тут важный дисклеймер. Обычно историки так не делают, условно, и любой исследователь так не делает, но тут еще очень короткая дистанция, еще очень мало фактов, но да. Было понятно, что его медленно убьют. Его убьют или социально. То есть вообще важно понимать, что человек, который столько лет проведет в особом режиме, ему очень сложно будет потом встроиться социально в общество. Независимо от того, кто это. Понятно, что Навального еще и будут ломать. И так или иначе, задача была, чтобы Алексей Навальный не смог нормально социально функционировать. И одна из опций была его биологическое убийство. Это было, да, понятно с самого начала. С самого начала, извините, перевода на особый режим. Давай подчеркнем, для меня это стало очевидно только перед. До этого я думал, что досидит до конца срока так или иначе. Мне казалось. И мне кажется, многим из нас казалось, что срок Навального исчисляется не количеством его лет жизни, а количеством лет жизни Владимира Путина. Так вот казалось. Навальный же моложе, да, Путин старше и так далее. Сроком путинизма ограничен срок Навального. Но после перевода на особый режим стало понятно, что правила меняются. И это, да, печальный итог. Мы записываемся с тобой через несколько часов после того, как Людмиле Навальной наконец-то отдали тело Алексея. И над ней издевались буквально неделю, не отдавали тело, ее шантажировали, и сейчас отдали. Что будет дальше, мы на момент записи не знаем. Как ты интерпретируешь вот эту неделю? Это попытка была давления просто на авось повезет. То есть явно власти не хотят похорон Навального. Они не хотят похорон, потому что, в отличие от любой акции либералов-демократов, которые будут разгоняться жестоко, эту акцию сложно разгонять. Очень некрасиво. И они очень не хотят массовой церемонии прощания, которая была условно и с Немцовым, можно вспомнить прощание с академиком Сахаровым из более ранних. Да? Это будет самая массовая акция, если власти просто не будут нарушать закон, даже свой уродливый закон. Это будет просто самая массовая акция противников войны, сторонников демократии в России после начала специальной военной операции. Если бы такое давление сработало на мать Навального, и она бы в этом состоянии согласилась бы, сказала: ладно, черт с вами, да, вы, конечно, ублюдки, вы, конечно, мерзавцы, вы, конечно, совершили что-то невероятное, но мне сейчас важно это закончить, и я соглашаюсь на тайное погребение, там, где вы скажете, так, как вы скажете, лишь бы уже меня успокоилась моя душа, да. Вероятно, что следователь, который бы это все провернул, который бы надавил на мать Навального, он получил бы награду, чуть ли не Герой России, да, потому что, представляете, сколько проблем этот конкретный следователь, надавивший на мать, лишил путинскую власть. Не будет никакого публичного прощания, не будет никаких публичных похорон из-за того, что один следователь смог правильно надавить на мать Навального. Что можно ответить людям, которые считают, что Путину эта смерть невыгодна, следовательно, он тут ни при чем? Что невыгодного глобально в смерти Алексея Навального, в принципе? Она не очень удобный момент сейчас. То есть, также можно рассуждать, Путину посадка Навального невыгодна. Что это его сажать? Выдворить за границу, не пускать в Россию, не знаю, какие-то найти способы, да. Путину невыгодно вообще-то воевать в Украине. Глобально-то невыгодно. Лично возьмем персону Путина и возьмем риски для его режима, которые появились после вторжения в Украину. Если задуматься. Просто взять и посмотреть, что имел Путин в 2021 году и что он имеет сейчас. То есть в 2021 году всерьез даже вопрос Крыма не ставился. То есть он обсуждался, но это какие-то маргинальные разговоры были. Казалось, что Крым будет еще очень долго частью России, и никаких вопросов по этому поводу не будет. Просто потому, что есть право сильного, есть статус-кво. Сейчас даже Крым, после начала специальной военной операции, стал под вопрос. Режим Путина стал под вопрос. Ставки повысились невероятно. Человек получил ордер Международного уголовного суда. А где выгода? В чем выгода лично для Владимира Путина? Еще раз. Моя точка зрения, что это был вопрос о медленном убийстве. И, может быть, они реально не рассчитывали, что прямо сейчас он умрет. Это можно об этом, пока нет фактов, можно об этом на уровне доводов рассуждать. Но так или иначе, глобально было бы невыгодно
участие Навального в послепутинской политике очень многим. То есть тут важно еще понимать, что Кремль – это не что-то монолитное, да, то, что очень важно уяснить. Всегда там нету единой воли, там тяни толкай происходит постоянно. То есть там одной рукой они условно выпускают Кагарлицкого, другой рукой тут же его сажают. Вот, и это нормально. Ну, то есть это вот такое вот противостояние разных, вот, что раньше называлось башнями Кремля. Давай уточним, сажать Кагарлицкого ненормально. Абсолютно точно ненормально сажать Кагарлицкого. Вот. Это тоже произошло после того, как мы разъехали, и тоже меня ужасно потрясло. Вот мы как раз, мне повезло трижды встретиться с Кагарлицким в Москве после его освобождения. Вот, и все 3 раза он мне говорил, чтобы я был осторожен, что со мной может произойти жестче, чем с ним, что типа, что ему повезло, вот, а мне надо быть осторожным. И в итоге он успел 2-й раз сесть, вот, а я все не стал осторожен. И этот «тяни толкай» происходит постоянно. И важно понимать, что условно есть ястребиное лобби в Кремле, которое не хочет играть в электоральную политику, которое не хочет управлять с помощью вот этих вот, то, что у нас называлось информационной автократией, ее методами, которое хочет лупасить дубинками, да, в любой непонятной ситуации. Вот этому вот лобби им вообще не нужен после Владимира Путина Алексей Навальный. Потому что есть какая-то другая группа интересов в Кремле, ну, мы так предполагали, что она есть, вероятно, есть, которая в случае там дестабилизации может и сыграть на факторе Навального, там, условно, выпустить его, как-то пытаться там разыграть его, пустить его в политику, может даже опереться на него, да, через настроение какие-то части электората. Вот. А есть люди, которым это не надо. И, к сожалению, люди, которым это не надо, и для которых это опасно, они как раз и те самые люди, которые имеют инструменты для убийства человека. Это силовики. Вот. Это люди, которые контролируют ФСИН, это люди, которые контролируют СК, это люди, которые контролируют спецслужбы. Ну, в этом смысле, конечно, можно долго рассуждать, а насколько там Владимир Путин прямое участие в этом принял. Но в любом случае без того или иного согласования с Владимиром Путиным, то есть это была или отмашка, ладно, делайте, или это был реально уровень согласования, это не могло произойти. А если в теории окажется, что это произошло без согласования Владимира Путина, то перед нами один из самых некомпетентных автократов вообще, ну как некомпетентных, ленивых так автократов, можно по-разному к этому относиться. Ну, человек, который реально не управляет государством, который отдал все на аутсорс, а сам ездит на фоне Спаса Нерукотворного выступает. Канатная дорога, которая ведет к одной из достопримечательностей Сараева. Сараево – олимпийская столица зимней Олимпиады 1984 года. Канатная дорога, которая поднимает нас на объекты, где часть игр происходила. Да. Сараево, если вы обратите внимание, оно в низине, вот, и тут вокруг вот эти вот господствующие высоты, это, собственно, кто их контролирует, тот и сможет взять город. Вот, и поэтому сербы пытались контролировать все высоты вокруг. В какой-то момент у них это даже получилось. Силы, которые обороняли город, пытались выбить сербов с этих господствующих высот, и поэтому за вот эти вот окружающие высоты постоянно происходили бои. Вот, и да, это очень серьезная точка напряжения была. В целом, многие же вот сейчас, когда война в Украине идет, и там идут новости о том, что кто-то взял или кто-то защитил высоты, многие же не могут это визуализировать. А вот тут это как раз можно сделать. Ну, в Украине это не так ярко. Но тут... Там не такая рельефная поверхность. Да. А тут это просто жесть, ну просто вот еще раз, город в низине, и вот оцените, вот насколько он обороноспособен, если вот эти вот высоты займут. Не насколько он не обороноспособен, он простреливается полностью. Вот. И поэтому, конечно же, высоты очень важны были. Это санно-бобслейная трасса Олимпиады 1984 года, точнее, то, что от нее осталось. Одна из причин, почему она не функционирует, здесь в начале 90-х, во время Боснийской войны, было одно из мест, где были сосредоточены войска. Осада Сараева, почти 4 года она продолжалась. Гуманитарная катастрофа, десятки тысяч человек были на грани между жизнью и смертью не только из-за боевых действий, но и из-за голода, болезней и того, что их невозможно было лечить. Здесь жил, не все это помнят, но Эмир Кустурица, уроженец Сараева. И он, уже сняв «Время цыган» и получив за них пальмовую ветвь Кан, он жил в Сараево, и он вынужден был отсюда уехать, и его дом или квартиру, его жилище захватили. Здесь самозахват жилья происходил только так. Давай расскажем про осаду Сараева. Что это было? Для сербов было важно взять Сараево, чтобы расширить коридор свой снабжения одной части своей территории с другой части своей территории, этой самой подковы двух частей. Для босняков
логично, нужно было не сдавать свою столицу. Более того, для сербов тоже был важен этот город. Важно понимать, что здесь жило много сербов до войны. Вот. А после войны они все, да, понятно, население сербское очень сильно уменьшилось. Сербы пытались контролировать город. Башняки его обороняли. И так продолжалось вот этот тяни-толкай очень-очень долго. Никто не мог добиться решающего превосходства. Боевые действия в Сараево начались с того, что один из боснийцев расстрелял сербскую свадьбу. И этот один из боснийцев, он и тогда был, как я понимаю, криминальным авторитетом, а после этого он был одним из... После войны, уже года спустя, после того, как здесь вроде бы воцарился мир, он был одним из лидеров боснийской преступности. Вообще важно понимать, что в начале войны очень криминализована была сама война. И особенно со стороны мусульман Сараева было очень много полевых командиров, которые прямо из криминала вышли. То есть это люди, которые вышли из криминала, поняли, что власти нет, государство рухнуло, и можно сейчас захватить часть власти и, собственно, орудовать так, как они хотят. Разумеется, от этого страдало в первую очередь сербское население, но на самом деле и мусульманское население, и хорватское население тоже страдало от действий таких банд. Вот. То есть, да, это было. Но ближе к концу войны, когда боснийские власти более-менее собрались, они ликвидировали всю эту атаманщину, полевых командиров, чтобы навести какую-то государственную власть. Даже кого-то судили за преступления над сербским населением. Здесь были тюрьмы частные, да. То есть очень похоже на подвалы. Да, рифмуется. Но государство распадается, у тебя тут же этот вакуум власти, он заполняется вот этими ОПГ, которые, то есть вообще, если задуматься, то есть в анархистской мысли неспроста государство воспринимается как большое ОПГ. Просто оно, когда строится, оно строится по своим правилам, чтобы максимизировать прибыль и делать это все долго. То есть это ОПГ, которое, орудует прилично. То есть есть этот образ, например, положительной какой-то мафии, например, которая не только грабит, но еще там что-то помогает бедным в каких-то чрезвычайных ситуациях. Группировка Робин Гудов. Да. Даже не про Робин Гудов, но про то, что они выполняют какие-то социальные функции тоже. Вот. Государство в этом смысле, конечно, для анархиста любого, оно именно такое огромное ОПГ. И когда оно распадается, оказывается, что как раз вакуум, монополии на насилие нет, и в каждом конкретном месте у тебя какие-то конкретные люди с оружием хватают власть и говорят, мы тут теперь власть. В ДНР действительно, и особенно в ЛНР, процесс шел очень похожим образом. Полевые командиры, которые никому не подчинялись, и которых в итоге, кстати, ликвидировала в том числе группировка Вагнер. Если мы говорим про Донбасс, вагнеровцы ликвидировали героев русской весны, этих полевых командиров. Насколько верна версия, что ее Дмитрий Муратов высказывал у нас в выпуске, что важнейший бизнес, средний, Донецка был под Захарченко и его людьми? Он точно контролировал, крышевал. То есть, если очень интересно про Захарченко, есть очень интересный эпизод, описанный Павлом Губаревым. Павел Губарев — это у нас народный губернатор Донбасса. Человек, который первый провозгласил это знамя русской весны в Донецке, первый взял областную администрацию, важнейшая фигура. Он рассказывал, как они встречались, все эти лидеры русской весны, эти разные, антимайдан. Захарченко отвечал за тетушек. То есть он до русской весны возил тетушек в Киев. Тетушки — это люди, которые избивают протестующих так, как нельзя избивать протестующим сотрудникам правопорядка. То есть это власти нанимают их. Но это не полицейские. Это не полицейские, это гражданские. Это провокаторы. Да, это даже... Иногда они выполняют роль провокаторов, иногда они просто реально берут и убивают людей вплоть до этого. То есть у нас есть прекрасный такой Евгений Жилин, глава, собственно, харьковских тетушек, который прямо признался, отрезали мы ухо одному евромайдановцу. То есть они схватили евромайдановца, схватили его. В Киеве. Да. И потом уже схваченному человеку отрезали ухо. И на вопрос журналиста, этому лидеру тетушек, а зачем вы это сделали, он сказал, хорошо, что не убили, могли бы убить его. То есть это, специфические, конечно, граждане. Но и Захарченко отвечал за то, чтобы перевозить. По словам Губарева, тетушки — это было абсолютно безыдейное явление, чисто за деньги. И они собственно, здороваются. Губарев говорит, Павел предприниматель, а Захарченко говорит, Саша бандит. То есть это так он сам себя презентовал. Губарева заставили вырезать этот эпизод из своей книжки. Уже после того, как она вышла? Нет. Он отправил книжку до того, как ее опубликовать, Суркову. И Сурков единственный момент, который он вырезал, по словам Губарева, сейчас все пересказ по тому, как Губарев нам рассказал. Единственное, он попросил вырезать про Захарченко, но уже в 22 году Губарев рассказал эту историю про то, как Захарченко сам себя презентовал. Конечно, он подминал под себя бизнес, он работал, судя по всему, и с Ахметовым,
то есть как-то они там После начала договорились. войны. Да. Ахметов же, на самом деле, ДНР во многом зависел от его предприятий. Когда уже была ДНР, уже была независимая республика, вот эта вся, мы за свободу, за народ Донбасса, и очень критическая зависимость от, во-первых, рабочих мест, которые создает предприятие Ахметова, во-вторых, от гуманитарки, которую он вывозил в Донецк. И тоже, опять же, чтобы не обвинили, это не моя фантазия, это нам говорил Александр Бородай, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики. Он прямо говорил, что ну вот давайте мы сейчас национализируем его предприятие, мы сдохнем от голода, потому что вот мы от него зависим. А как воспринимаете, что у людей из Донбасса, у Захарченко прямо репутация очень хорошая? Освободитель, герой и все остальное? Или это те голоса, которые сквозь пропаганду ко мне доносились? На самом деле, действительно, рейтинг у него выше, чем у Пушилина. Это правда так. То есть, но, с другой стороны, это, знаете, это очень низкая планка, иметь рейтинг выше, чем у Пушилина. Вот. Во-первых, он создал образ, который успешно работал. Не знаю, сам он его создал. То есть Народного... вояки такого, он ездил на фронт. В какой-то момент он ходил с костылями этими, с ногой сломанной, да. Ну, там было, он не после покушения, он в Донецкий аэропорт съездил, там пошли бои, и якобы вот его там ранил, непонятно, насколько правдоподобная история, но, может быть, действительно ранил, потому что он действительно ездил на передок туда. Вот. Везде катался, везде так за своих, везде такой стукнул кулаком по столу, и все пацанам, все для пацанов. Вот это вот такой образ, он на некоторых людей работал. Действительно, ну, это на какую-то часть общества это, безусловно, работает. Особенно в условиях, когда конкурентной политики в ДНР не было. Опять же, вспоминая Губарева, нашего несчастного, его до конкурентных выборов в свое время не допустили. Ну, то есть, почему? Потому что нет, даже внутри вот этих вот русских патриотов, сторонников русской весны, недопустима конкуренция. Опять же, еще откатываясь к Александру Беднову нашему, которого сожгли. Ведь его сожгли не просто так, вне контекста. Он занимался своими делами довольно долго. Довольно долго он хватал людей, кидал их в камеры. Довольно долго он промышлял вот эту, ОПГ организовал. А потом он решил зарегистрироваться на выборы в Луганской Народной Республике. Его буквально автоматчики не пускали регистрироваться на выборы, стрельбу вели, чтобы он не подошел к участку, где нужно документы подавать. Вот. И после этого вскоре его сожгли. То есть тоже вот такой вот способ конкуренции. И таких есть несколько еще ярких примеров, то есть вот таких вот ярких полевых командиров, которых явно ликвидировали власти ЛНР. То есть если с Гиви, Моторолой и Захарченковым не уверены, кто их ликвидировал, кто убил этих людей, хотя мотив есть и у тех, и у других, скажем так, и тоже можно про это поговорить, вот, то в случае с, во-первых, Бедновым, власти ЛНР сами расписались, да, это мы, вот, позднее мы узнали, что это группировка Вагнер. Мозговой выступал с критикой властей ЛНР, незадолго до того, как его убили, он заявлял, что ему угрожают власти ЛНР покушением, и вскоре после этого его убивают. И, конечно, уже Дремов, казачий такой атаман полевой, он открыто критиковал власти ЛНР, шантажировал Плотницкого, главу ЛНР, тем, что у него есть какая-то флешка, которая разрушит его репутацию, выступал против властей ЛНР, говорил, что это антинародная хунта, власть, вот, что таких выходок, как власти ЛНР, не позволяла себе даже киевская хунта. Вот это заявление героя русской весны. Его тоже ликвидировали после свадьбы. Он только ехал после свадьбы, его подорвали автомобиль. Вот. Это точно, вот тут мы с уверенностью на 90% знаем, в случае с Бедновым на 100, а с остальными на 90, что это вот ликвидировали своих. Мы в важнейшем месте боснийской войны. Это туннель Надежды. Расскажи, что это такое. Для боснийцев это очень важное место, конечно, потому что когда город был фактически, он был в оперативном окружении, потому что все простреливалось сверху, они проложили этот туннель для выхода на свою территорию, откуда сюда поставлялись, соответственно, снаряды, оружие, пополнение. И гуманитарка. Да, но есть нюанс в том, что, конечно, значительная часть гуманитарки поставлялась по линии ООН в открытую, через аэропорт, и этому как бы была договоренность, что там сербы не мешают. Вот тут тоже поставлялась гуманитарка, и отсюда раненых, например, вывозили. Вот важнее, кого вывозили, а не что вывозили. Вывозили раненых, вывозили женщин, детей, стариков, вот это все выходило. Входило все-таки в значительной степени то, что нужно для ведения боевых действий, потому что иначе понятно, что город долго бы не продержал. Пойдем посмотрим. Давай. 1,60 м высота. Да. Какой у тебя рост, кстати? 1,85 м, наверное. Вот. Где-то так. Не помещаюсь в туннели маленькие. В танковые войска не взяли. Тебя? И на подлодку тоже.
Может, оно и лучше, при путинизме на подлодке лучше не служить. Не хватает вагонетки, знаешь, вот не хватает, чтобы мы вот ехали с вагонеткой. Вагонетка. И первая реакция Саши была Майнкрафт. Важная часть твоей жизни. В детстве была важная часть. Мне кажется, что на самом деле вот это прикольно, что Майнкрафт, когда он вышел где-то в 2011 году, и он вот с тех времен, это вот прям вот такая штука, которая не перестает быть актуальным для детей определенного возраста. То есть это типа... Мои играли вот, с удовольствием. Да. При том, что у нас с ними разница такая, наверное, ощутимая. Вот, да. Ну, Майнкрафт было весело. Такой лего на компьютере, по сути. Это больше, если это мультиплеер, это еще и политика на компьютере, это еще и симулятор войны на компьютере. Если это мультиплеер, вы же создаете свои гильдии, вы ведете свою внешнюю политику, вы каждый создаете свое по факту государство, строитесь там, да, то есть вы строите какие-то свои замки, свои сооружения, и вы соревнуетесь с другими государствами, вы воюете с ними, отхватываете у них территории, ну, то есть что-то похожее, да, на тему этого выпуска. То есть там, на самом деле, когда ты переходишь в мультиплеер, там все усложняется и становится интересней. После этого неудивительно, что в один из заметных комментариев под твоим разговором со Световым это «Штефик, го в Майнкрафт, как раньше». И это действительно может быть человек, который с тобой играл, когда тебе было 13 лет? Да, это может быть человек, который типа, вот, был в моей гильдии или в гильдии там, каких-то моих противников или союзников, который просто вот знает меня, помнит. Потому что у меня была своя гильдия, я помню. Мы создали гильдию Рим. Вот, Рим? И мы косплеили сначала Рим жестко так прям. Вот история про Римскую империю. Мы думали о ней каждый день в 13. Конкурс красоты, флаг Iron Maiden, я не знаю, что это. Духовный отпор. И в осажденном городе... И символика Iron Maiden. Да, духовный отпор. То есть, что они не сдаются, не отчаиваются, продолжают. Конкурс красоты проходил там? Да, это привлечение было в том числе привлечение внимания международного сообщества. Вот мы видим, соответственно, вот эту вывеску, что, мол, не позволяйте им убивать нас. То есть привлекает внимание к осаде Сараева. Действительно, ситуация такая страшная. И в том числе этот конкурс красоты тогда довольно широко разошелся. И по всем каналам, там, европейским, это, конечно, показали. И тоже повысило интерес электората к проблеме. И в будущем это позволяло более жестко действовать. Жизнь продолжается. Да. Люди женятся. Да, слушай, одна же из вещей, которая тоже не у всех укладывается в голове, что даже когда война в своей абсолютно разрушительной фазе, жизнь же действительно не останавливается. Абсолютно так. Это в Мариуполе тоже очень хорошо чувствовалось, особенно после боев. То есть, что люди живут своей жизнью, люди продолжают как-то жить, трудиться, что-то, какие-то цели себе ставят. И они растеряны, да, потому что неопределенность дикая. Но, конечно же, люди пытаются нормализовать происходящее для себя. То есть, потому что если ты постоянно будешь жить такой, это что-то, что не должно происходить, это что-то невероятное, это должно вот завтра закончиться, я сейчас усну, это закончится, ты тогда не переживешь, это ментально не вывезешь. Поэтому люди нормализуют для себя происходящее, просто такие, мы живем в той реальности, где мне нужно ходить за водой. Каждое утро ходить за водой. Как-то прадеды ходили же за водой, и я буду ходить. И как-то все нормализуют, люди шутят много про разные, в том числе связанные с войной вещи, связанные с обстрелами вещи. То есть вот это все происходит, ты прям чувствуешь вот эту вот атмосферу такую, нормализации абсолютно ненормального. Давай объясним, как закончилась осада. Очень много погибших с обеих сторон, почти 4 года. Я правильно понимаю, ключевой момент — это резня в Сребренице. Да. И второй взрыв на рынке в Сараево. Было 2 взрыва. Первый унес десятки жизней, больше сотни раненых. И второй взрыв, снова десятки погибших, после которого НАТО решила вмешаться. Она до этого вмешивалась, но до этого она имела мандат ООН. До этого НАТО имела ограниченный мандат ООН на, во-первых, мониторинг неба, на его закрытие. Чтобы... То есть сначала не просто Объясните им, кто не в курсе военного дела, что такое закрытие неба. Закрытие неба — это значит, что над территорией определенной не летают самолеты. То есть НАТО... Боевые в том числе? Да, боевые в первую очередь. Боевые, конечно же, в первую очередь об этом речь. То есть, например, было закрытое небо над Украиной во время 2014 года, во время войны. Там закрыли до 10 тысяч метров, а выше гражданские летали. Это как раз почему Боинг был сбит. Он летел выше 10 тысяч метров, потому что украинское правительство считало, что у ополчения нету ЗРК, которые могут сбивать так высоко самолеты. И поэтому там мог прилетать Боинг.
Так вот, возвращаясь к нашим боснякам, да, у НАТО был мандат, и они просто его решили самовольно расширить для того, что они нанесли удары по боснийским сербам и усадили их за стол переговоров, сказали, подписывайте, были заключены Дейтонские соглашения, и в Боснии и Герцеговине вот стала выстраиваться эта конфигурация, которую мы имеем сегодня. Это две страны в одной стране и один вот этот округ под контролем международной юрисдикции. Причем важно понимать, что в целом Босния и Герцеговина обладает слабым суверенитетом, то есть тут действительно очень сильные влияния международных организаций. И фактически у страны почти нет внешней политики, потому что она вот зациклена на этой внутренней проблеме. Как ты относишься к такому вмешательству? К такого рода вмешательству? Это, конечно, это спорная тема, но в случае с вмешательством именно в этом кейсе, когда было видно, что иначе конфликт не регулируется, и НАТО, да, военно вмешались, но после этого наступил долгосрочный мир, и мы увидели, что этот мир реально долгосрочный, и что в долгую это спасает человеческие жизни. Вот. Это заставляет умеренно положительно это смотреть. И надо понимать, что даже тогда это... то есть этот случай не вызывает такого возмущения даже у Российской Федерации. Потому что у нас был Чуркин, такой представитель в ООН. Он говорил, у него была цитата: «Боснийские сербы заражены военным духом или чем-то таким, военным безумием». То есть... Это в 90-м говорил? Да. Потому что он пытались усадить, не садятся. Пытались опять усадить, не получается. У сторон слишком много претензий друг к другу. Стороны кровью вот прям повязали друг друга. Взаимные этнические чистки абсолютно, с обеих сторон абсолютно точно. Да, Сребреница самая массовая, и это преступление сербов, но были менее массовые, но преступления боснийцев и хорватов, и это тоже ужасно, и стороны просто не способны были договориться друг с другом без вмешательства третьей силы. В какой-то момент казалось, что ООН может стать этой третьей силой, но ООН просто не хватало ресурсов в тот момент. Кроме НАТО в тот момент не было никакой силы, которая была бы способна как-то урегулировать этот конфликт. Миротворцев ООН был мандат, и там в этом мандате фактически действовало единым действительно российские миротворцы и натовские миротворцы. Это, наверное, одна из таких ярких черт, которые сегодня невозможно представить, но да, натовцы и российские миротворцы вместе обеспечивали порядок в Боснии. Мы записываемся в феврале 23 года. Я не знаю, когда это выйдет, надеюсь, как можно скорее. Какая у тебя позиция текущая по тому, что должно случиться с войной в Украине? Она должна скорейшим образом закончиться. Независимо от условий, любое скорейшее окончание войны лучше, чем ее продолжение. К сожалению, самый вероятный, честный ответ, исходя из предыдущих конфликтов, исходя из того, что сейчас на фронте происходит, самое вероятное окончание конфликта – это его заморозка. Заморозка на текущей линии разграничения. Это, пожалуй, наиболее вероятно. То есть стороны берут паузу, прекращают стрелять так массово, будут постреливать немного, и вот это в каком-то таком состоянии какое-то количество времени будет жить. Может, будет жить долго, есть успешные замороженные конфликты, может быть, будет жить не очень долго. Есть неуспешные замороженные конфликты, которые потом возгораются. Вот это наиболее вероятно, это расчет российского руководства, он именно на это, на такой сценарий. Они, в общем-то, открыто об этом заявляют. У меня ответа, как это должно закончиться конкретного, его нет, конечно. Что в твоем представлении происходит после этого с Донецком, Луганском, Мелитополем, Мариуполем? И с Крымом, который... В смысле, в сценарии заморозки Донецк остается городом некомфортным для жизни абсолютно точно, потому что остается... он остается территорией чего? В случае заморозки он останется территорией Российской Федерации. Это самый вероятный сценарий. Это, то есть, кто что контролирует, тот и оставит. Это, к сожалению, на мой взгляд, это самый вероятный сценарий. Это не то, чего бы, условно, я хотел. Я бы хотел, конечно, если мы говорим, уже моделируем идеальный мир, не тот мир, который мы реально имеем, чтобы всем дали право честно самоопределиться, и в зависимости от честного самоопределения, которое невозможно в рамках этого военного конфликта на самом деле, был решен территориальный спор между Украиной и Россией. Насколько это вероятно? Мне кажется, что такой вариант, он около нулевой. Какая-то призрачная вероятность есть, но она около нулевая. Или победит Российская Федерация, и для нее, для Владимира Путина, он считает, что победа — это получить замороженный конфликт, получить эти два огрызка двух украинских областей и ДНР без Дружковки, Славянска, Краматорска, и ЛНР почти
почти полностью ЛНР оттяпал. Вот. Он считает, что вот это вот будет победой. Или победит Украина, и тогда она просто, соответственно, вернет себе юрисдикцию над этими территориями. И опять же, местных жителей никто не будет спрашивать, что вы там хотели, что вы там хотели и так далее. Вот условно, если у меня нет сомнений, что в Мариуполе при честном волеизъявлении, да, при честном референдуме, при том, чтобы вернулись все уехавшие, Украина, скорее всего, победит. Как нет сомнений. Скорее всего, я все-таки говорю, да, но мне кажется, что так будет. Вот. То в Донецке я бы не стал делать ставку на это. Мне кажется, что в Донецке есть шанс некий, что может победить Российская Федерация. Но при условии, что этот референдум будет звучать так, что вот вы сейчас решаете, и война заканчивается. Обе стороны признают этот референдум, и все хорошо. Расходимся, пожимаем руки, проводим новую границу. Вот. В случае же, если будут какие-то дополнительные условия, то местные жители всегда будут голосовать за мир. Потому что местным жителям на линии разграничения, вот этом, им индифферентно, какой флаг висит. Вот, украинский, российский. Лучше, чтобы не стреляли. Вот этот вариант их устраивает. Поэтому скорейшее окончание этой войны в интересах максимального количества людей. Если так происходит, многие видят сразу два огромных вопроса. Первый. Для всего мира это создает прецедент, что если сильно хочется, можно попробовать оттяпать какие-то другие территории. И если ты военно преуспеешь, то в целом они за тобой останутся. Либо де-факто, либо со временем еще и де-юре. У нас уже был Крым. Ну, у нас уже был Крым, при этом Крым гораздо лучше работает в сторону твоего аргумента, потому что Крым был присоединен безболезненно для Российской Федерации. Да, она получила санкции, получила спад экономики, это правда, некий. Вот, но при этом не было пролито рек крови. Были эксцессы, было несколько человек убитых, вот, но Крым – это мирная аннексия относительно нашей истории. Да? Граница переустроилась, чем ответил Запад, европейские страны. Ангела Меркель уговаривала киевских политиков не реагировать остро на крымский вопрос, не начинать боевые действия, потому что Ангеле Меркель было интересно, чтобы был мир на континенте. Это вот широкая реакция Европы. Германия, соответственно, мощнейшая страна Европы в тот момент. Вот. Как я понимаю, многие считают это ошибкой европейской политики. Ангела Меркель сама начала оправдываться и решила сказать, да, я так все задумала просто, чтобы дать Украине время подготовиться. Да? Но на самом деле понятно, что у нее была соглашательская позиция из-за ее страны экономических интересов. Были экономические интересы. Понятно, что ей не нужен был украинский кризис в формате полномасштабной войны. Понятно было, что ей нужно экономическое сотрудничество с Российской Федерацией. Абсолютно понятно. Мы понимаем интересы суверенной Германии. Вот, да, и ее действия были логичными, понятными и рациональными. Крым уже случился. Вот, и еще раз понимаем, если бы Владимир Путин не начал специальную военную операцию, вопрос бы о Крыме остро не стоял. Прошло бы еще несколько десятилетий, и, скорее всего, бы, люди бы свыклись, что есть такая территория Крыма, есть вот такая территория Тайвань. Юридически Китай, но когда там будет Китай, никто не знает. Может, когда-нибудь будет, а может и не будет. Можно только предполагать. Мы находимся в Боснии и Герцеговине, мы находимся в бывшей Югославии. И тут переустраивались границы, и европейские страны в момент 91 года, хотя ровно до 91 года, все европейские страны НАТО в том числе, говорили, мы за единую Югославию. Нам не нужен югославский кризис. Нам не нужна война здесь. Мы поддерживаем территориальную целостность Югославии при определенных реформах в области местного самоуправления, в области самостоятельности республик. Словения и Хорватия хотят отделиться. Европейские страны рекомендуют Югославии вывести армию оттуда, чтобы они отделились. Это уже случилось. У нас нет никакого мира нерушимых границ. Да, но это же история про то, чтобы распасться на какие-то территории. А другое дело история просто взять пасть и отъесть часть. Да, в этом есть разница. Я согласен, что это есть разница. Тогда мы возвращаемся к аргументу с Крымом. Россия это сделала и не понесла серьезных последствий. То есть какие-то экономические последствия были, но все равно мир условно это схавал. У него не было выбора. Твоя история, версия, что он схавает еще раз. Моя версия в том, что это не повлекло каких-то серьезных, прям ужасных фаталистических изменений в мире.
Да, но сейчас же ситуация другая, потому что это в любом случае привело попытка новую территорию захватить. Да, Пусть даже, допустим, он с другой целью заходил. Не делать Запорожскую область Россией. Абсолютно точно. Да, он заходил с другой целью, просто у него не получилось, и поэтому он пошел за другими целями. Все по-другому. Огромная война, в которой западный мир поддерживает Украину и ее оборону. Та политика, которую Российская Федерация проводила в 22-23 году, вот эта вот война, она может быть привлекательна как образ для следующего автократа, что я могу вторгнуться в независимую страну, потом там 2 года топтаться, 2 года воевать, оттяпать куски, которые с экономической точки зрения мне не дают ничего, которые с точки зрения населения мою демографическую ситуацию только ухудшают, потому что он присоединяет, извините, конечно, есть такое, вот у демографов есть такой довольно прагматичный подход к населению, что есть вот качественное и некачественное. Ну, там пенсионеры в основном живут, женщины, очень большая такая полувозрастная ситуация, ужасная. Ну, вот крен к старшему поколению присоединяют вот эти вот области, получают широчайшие санкции, вот. Получает огромные потери человеческие. Он потерял десятки тысяч человек. И после этого он смог забрать вот эти вот клочки земли. Ты захочешь это повторять? Ровно это я и хочу сказать, что точно может найтись такой человек, потому что он знает, что он смотрит на это. Это ненормальная психика, это ненормальное мышление. Подожди, просто так бывает, что когда ты тиран, когда ты авторитарный руководитель, который переходит уже в сторону диктатора, у тебя просто голова начинает работать так. Особенно, когда ты примерно пытаешься смоделировать будущее и понимаешь, что вот этот вот тиран, который оттяпал сейчас часть суверенного государства, при каких-то обстоятельствах может в учебник истории... Он уже там в какие-то локальные учебники истории попал как человек, который Крым аннексировал, а в представлении России присоединил или вернул. И то же самое может с этими территориями произойти. И я легко себе представляю тирана где-нибудь в другом месте, которые думают, я так тоже хочу. В широком смысле Российской Федерации было бы очень здорово, если бы все остальные страны хотя бы совершали ошибки подобного же уровня, чтобы Российская Федерация конкурентно себя чувствовала относительно неплохо, чтобы все лидеры рассуждали как Владимир Путин и в итоге также вредили своим странам, как это делает Владимир Путин. Вот. Полно людей, которые вредят своим странам. И уже особенно твой аргумент про то, что потеряю столько-то тысяч человек. Да. Он заботит тебя, он заботит меня, он заботит много кого еще. С чего ты взял, что он заботит Владимира Путина? Он заботит, на самом деле, Владимир Путин не хочет терять десятки тысяч человек. С чего ты это взял? В смысле, на самом деле, это тезис довольно очевидный. Это урон, который несет его страна, то, что он воспринимает как своя собственность. Вот. При этом у него одна из важнейших тем – это демография. Он понимает, что демография в России ужасная, и трудоспособного населения не хватает. Приходится нарушать свои собственные обещания по поводу пенсионной реформы, потому что невозможно дальше тянуть это. Возможно, но эти деньги отложены на войну с Украиной. То есть тут тоже такой есть нюанс. И ему не хочется, конечно, терять эти десятки тысяч людей. При этом это люди, это в каком-то смысле ведь лояльные к нему люди. То есть он теряет не навальнистов, он теряет не оппозицию, не демократов, хотя они тоже уезжают, понятно, что это тоже, но они-то могут когда-нибудь вернуться. Вот он теряет людей, которые вообще-то в нормальной ситуации, в разговоре за столом, они говорят, мне Путин нравится. Они говорят, мы крепко рукой навел порядок. Вот эти вот люди, которые поверили государству, поверили, что, например, при мобилизации им реально стоит сходить в военкомат, и их отправят охранять тыловые склады. Вот они в это поверили Путину, они-то на самом деле наиболее склонны к путинизму, и они умирают на этой войне. Конечно, Владимиру Путину этого на самом деле не хочется. И я не думаю, что он людоед в целом, которому хочется терять людей. Ему хотелось маленькой победоносной войны. Он ее не получил. В широком смысле этого слова он проиграл. Потому что его цели, изначально заявленные, они не будут реализованы ни капли. Он хотел вернуть Украину в свою сферу влияния. Этого уже он, на самом деле, своими действиями 24 февраля навсегда потерял возможность действовать в этом направлении. Второй вопрос, который возникает в случае того, что война заканчивается прямо сейчас, что Россия копит силы, и никто не гарантирует, что через год она не пойдет исполнять мечту Антона Красовского, с которым ты дискутировала, о том, чтобы русские танки проехались по Крещатику. Во-первых, это, конечно же, взаимный аргумент. Когда я говорю о том, что заморозка конфликта – это такой наиболее вероятный сценарий, и он
как будто бы приводит к наименьшим страданиям людей. А с российской стороны тоже же, на самом деле, главный аргумент – это, да, украинцы недоговороспособны, они возьмут реванш. И это, кстати, на мой взгляд, более вероятно, потому что у них легитимный повод будет, в случае чего взять реванш, это они продолжат это считать своей территорией, вот, и в случае чего попытаются провести там свою операцию «Буря», как-то их вернуть. Вот. Но, опять же, тот факт, что заключается какое-то мирное соглашение, происходит мирное урегулирование, не заставляет вас перестать готовиться к возможной войне. Понятно, что ситуация будет напряженная. Хочешь мира, готовься к войне, это действительно, понятная поговорка. Северная и Южная Корея готовились к реваншу довольно долгое время и готовились к войне. Но заморозка сработала более-менее со своими эксцессами, но конфликт был заморожен, стороны больше в широкомасштабную войну не втянулись. Пока еще, да, и, видимо, не будут, хотя, опять же, загадывать не хочется. Там есть различия просто, размеры и население стран. Возможно. Конечно, нет, различия есть. Каждая ситуация не равна другой ситуации. Это очевидно. Северная Корея, она просто меньше, чем Россия, как там, источник военной силы в сторону возможного соперника. Так Южная Корея тоже могла бы пойти на реванш. Обе Кореи могли бы пойти на реванш. То есть, и у обеих есть реванш. И было очевидное желание у обеих Корей. То есть объединить Кореи. То есть, по-моему, такая очевидная тема, что... Как я понимаю, на Южную Корею есть способ влияния. Да, и на Северную тоже. Это, на самом деле, сдерживающий фактор важный. Да. И на Украину Кто-то есть. хочет быть просто западным миром, хочет быть его частью и всего остального, и поэтому скорее послушается и не пойдет на Северную. Но они все равно не были покорными. Северный сосед более непредсказуем. Есть такой фактор. Еще раз, возможен ли реванш России в случае заморозки? Возможен. У вас есть, смотрите, два сценария. Первый. Сейчас идет чудовищная война. Гибнут тысячи людей. Рвутся тысячи снарядов. Разрушаются тысячи судеб. Она может прекратиться, и потом, может быть, она снова произойдет. А может не прекращаться. И давайте воевать, как воевали. Ты понимаешь, что есть из-за этого может быть... Если Либо, может быть, спасает какой-то... На всякий случай. Я сейчас не говорю, что моя позиция другая. Я просто говорю про минусы, я рассуждаю. Я говорю про минусы этой позиции, которые тоже есть. Да. И вообще, как будто это тот случай, когда кажется, что хорошего решения не существует. И поэтому и позиции-то нет как таковой. То есть ты к тому, что в это может быть, может попасть годы, а то и десятилетия мирной жизни. И может и не быть. Понимаешь, есть может и не быть. Это самое главное, что да, если вопрос твой звучал бы как, существует ли вероятность, что Российская Федерация попытается взять реванш, или Украина попытается взять реванш, и боевые действия возобновятся, мой ответ был однозначно да. Такая вероятность, она существует, она довольно велика. Но также существует немалая вероятность, что этого не случится, что стороны попытаются дальше жить без такой широкомасштабной войны. И эта вероятность меня заставляет в целом принимать такой сценарий и считать, что это наверное, наименее плохой. Один из наименее плохих сценариев. Правильно ли я понимаю, что твоя позиция сейчас очень близка к позиции Арестовича? Я, правда, не знаю, какая она на момент начала февраля, но, скажем так, когда... Это хорошее уточнение. Честно говоря, я не вкладывал подкол в эту реплику, но окей. Получилось, как получилось. На момент его то ли иммиграции, то ли командировки, позиция, что мы оставляем эти территории врагу, а оставшаяся часть Украины входит в НАТО и Евросоюз. Да. Хорошая гарантия от реванша. В значительной степени это снижает вероятность реванша. Возможно ли это технически? Мы не знаем. Хорошо было бы, если бы переговоры какие-то шли, да. То есть мы не знаем, на какой стадии переговорный процесс. Он всегда, важно понять, в таких изнурительных войнах, он всегда на каких-то уровнях он есть. Да, то есть и стороны о чем-то пытаются постоянно прощупывать друг друга по изменению переговорных позиций. Потому что одно дело то, что политики заявляют громко. Условно, Украина до 91 года – это наша цель войны, без этого мы не отступимся. Да? И понятно, что это политическое заявление Зеленского, которое обусловлено политической конъюнктурой. И совершенно другое дело – это что политики реально обсуждают за столом переговоров и как они щупают позицию друг друга во время войны. Поэтому мы не знаем, насколько это вероятно, может ли Российская Федерация в обмен на эту заморозку согласиться на членство Украины в НАТО. Мы, к сожалению,
этого не знаю. Но если это возможно, это было бы тоже не самым худшим окончанием этой войны. Ты очень любишь анекдот про Жукова и Сталина. Мы вбили в поиск твоего телеграм-канала, ты его 9 раз. Хороший анекдот. 9 раз вспоминал за последние, пару лет. Вы повторяетесь, Александр? Да, ну потому что это не я повторяюсь, новость повторяется, к которому он актуален, да? А вы о чем подумали, Юрий Дудь? Ну, то есть, Расскажи его для тех, кто не захочет читать этот скриншот. значит, выходит у нас товарищ Жуков из кабинета товарища Сталина и говорит: «Тьфу, сволочь усатая». Услышал это товарищ Берия. И бежит он в кабинет товарища Сталина и говорит: «Слушайте, Жуков, товарищ, выходил из вашего кабинета и сказал: тьфу, сволочь усатая». Ну, Сталин говорит: ну, надо разбираться. Вызывает Жукова, сажает Жукова, Берию. И Сталин говорит Жукову: товарищ Жуков, вы когда выходили из моего кабинета и говорили: тьфу, сволочь усатая, вы кого имели в виду? Гитлера, товарищ Сталин. А вы, товарищ Берия, кого имели в виду? Блин, 10-й раз, слушайте. Ну, вообще интересно, да. Оценить, как будет рассказано. Он действительно подходит к очень многим новостям, когда какой-то пропагандист говорит, какая-то Скобеева говорит: этот дед в бункере сидит, он там обезумел. Имея в виду как бы Байдена, но как бы хорошо было бы у нее спросить, кого она имеет в виду. Вот. И этот анекдот действительно очень подходит в очень многие моменты. Вот недавно, вот как раз неделю назад Лукашенко выступал с Путиным вместе по поводу блокады Ленинграда. И у Лукашенко было выступление. Где-то 1,5 минуты он говорил, почему важно защищать свою страну, почему необходимо сопротивляться, независимо от того, обречены вы на поражение, не обречены вы на поражение, почему нужно цепляться за каждый клочок земли. Путину говорит. И вот тут я тоже бы хотел бы, конечно, анекдот вставить. Вот, а вы о ком подумали, товарищ Путин? Ну, то есть, действительно, такая история. Правильно я понимаю, что в отличие от большинства представителей либеральных взглядов, ты спокойно воспринял аннексию Крыма? Мне было немного лет. Я понимаю, да. тебе было там 15-16 лет. Да. Сейчас ты воспринимаешь аннексию Крыма спокойно. Я понимаю все проблемы аннексии Крыма, и я снял как раз документальный фильм об этих событиях, где в целом показал, как это происходило. Мне показалось максимально беспристрастно, насколько это возможно в этом вопросе быть беспристрастным. Конечно, есть в этом присоединении и проблемы для крымчан, были проблемы неочевидные для крымчан, связанные с пресной водой, например, да, и так далее. Но я действительно верю, и мы можем доказать, что относительно, как минимум, относительно большинства крымчан радовалось присоединению в Российскую Федерацию. Вот. И не было никакого абсолютного большинства за единую Украину. К сожалению или к счастью, это было так. И поэтому к этой аннексии я, отнесся спокойно. Ну смотри, это же вещь, которая тоже может нарушить Точно так. много чего. Давай просто представим мысленный эксперимент. Мы не раз с тобой проводили сегодня. Мы живем в свободной стране, а Украина была свободной страной все это время. Ну, понятно, с проблемами, но так или иначе, с крымчанами никто ничего не делал за то, что у них были пророссийские политики, они смотрели российский телек и все остальное. Предположим, Россия свободная страна, и по каким-то причинам свою сферу влияния в Калининградскую область, я понимаю, что это фантастика и все остальное, но почему-то кто-то у немцев пришел к власти, кто хочет сделать Кёнигсберг снова Германией. И вот на 10 лет, а может быть и не на 5, жители Калининградской области получают доступ к немецкой пропаганде, или даже не пропаганде, а вот просто к пропаганде, окей. Получают доступ, в котором просто, во-первых, навязывается несколько нарративов, что это исторически земля немецкая, а во-вторых, просто нормально говорится про то, как живется в Германии, даже без пропаганды. Просто со всеми минусами, но и с плюсами, которые, мягко говоря, не маленькие. И потом, каким-то образом, без стрельбы и без всего остального, Калининградская область становится Германией. Мне кажется, что этот вариант очень маловероятен. Это невероятный сценарий. Он просто начинается с того, что мы живем в стране, где невозможно просто такое информационное воздействие. Нет, даже если... То есть важно понимать, что в Крыму-то были и украинские телеканалы, и украинская пропаганда тоже была. То дело не просто в том, что какая у вас пропаганда. То есть российские телеканалы, они условно и на Донбассе тоже работали долгое время. Вот. Проблема не в этом.
Проблема в самом Крыме. И вот в его истории, и в том, как он попал и в состав Украины, и то, как население там себя ощущало. Это единственный субъект Украины, в котором русское население, которое считало себя русскими, преобладало. То есть в случае, если мы проводим аналогию с Калининградом, там должны были бы преобладать немцы. Этого не происходит в Калининграде. В Калининграде, опять же, можно... Если мы вспомним в результате каких событий там перестало преобладать немецкое население, это, конечно, тоже ужасная трагедия, ужасная катастрофа. Вот. И это также с западными территориями Польши, условно, да, тоже там ужасная катастрофа, ужасная трагедия для местного немецкого населения. Вот. Но да, тогда это установилось по принципу «Вай Виктикс», горе побежденным. Вот. И поэтому Крым – это особый случай. Поэтому вот это прошло именно так. Вот. Донбасс при всей той же пропаганде, при той же попытке влиять, при средствах, которые Российская Федерация тратила, остался к 2014 году проукраинским. Да, у них было свое видение Украины, отличное от видения Украины в Западной Украине. Но это оставались люди, которые называли себя украинцами, считали себя украинцами и хотели жить в единой Украине. Вот. В Крыму же, к сожалению, для Украины ситуация была не такой. В Крыму жили люди, которые ассоциировали себя с Россией и называли себя русскими. И в этом была трагедия Украины, в этом была ее проблема. И, конечно, воспользовались. Российская Федерация воспользовалась политическим кризисом и отняла эту территорию. При этом, если мы проводили мысленные эксперименты, спрашивали у меня в 2013 году, стоит ли забирать Крым, ответ однозначно нет. Его не стоит забирать. Это несет очень много издержек, которые Российская Федерация не должна нести. И очень много проблем, в том числе и рисков. Важно, то есть мы же не понимаем... Мы не могли быть уверены, что войны из-за Крыма не случится. То есть это, на самом деле, сейчас кажется, что очевидно, что там нечем было воевать и так далее. Но тогда, в моменте, это казалось неочевидным. Казалось, что, может быть, из-за Крыма разгорится война. И на такие риски, конечно, ответственное правительство, ответственное перед своими избирателями, оно идти не должно. Вот. Но Владимир Путин пошел, и это как бы наименее такой спорный его внешнеполитический шаг за последние несколько лет. Когда ты говоришь про решение аннексировать Крым, ты всегда перечисляешь в качестве минусов, и почему сегодняшний ты не поддержал бы это решение, ты всегда перечисляешь то, что для России это было рискованно, могла начаться война, что экономический спад, санкции и прочие дела. А почему ты никогда не используешь аргумент, что плохо брать чужое? Потому что в широком смысле что такое чужое? То есть кто сказал, что эти люди – это чужое? Это русские люди, которые могут хотеть жить с тобой в одном государстве. И, в смысле, чужое. Ты решил, Юрий Ильич, что это чужое. Все-таки международно признанная граница, так или иначе. Именно международное признание делает границы легитимными. Я в этом абсолютно не уверен. И международное признание определяет, что чужое, что свое. Я абсолютно в этом не уверен. Вот. И для меня это не является неприкасаемым авторитетом. Вот. При этом, опять же, говоря об издержках, есть издержки от нарушения международного права. И вот они, как раз, это причина, почему Крым не стоило забирать. Я не вижу того противоречия к не брать чужое. Нет, потому что это не определение, не признание того, что это чужое. Я людей под чужое вообще не имел в виду. Я брать, я по отношению к людям даже так там не мыслю. Я про территорию. Да, про территорию, которая признана международным правом. Да, действительно, она так и есть. Она признана международным сообществом, всем миром, что Украина, Крым – это единое нечто. Но мы не должны это определять, что значит, это является безусловным аргументом, которым все исчерпывается, или которым даже, на мой взгляд, он самый слабый. Из всех тех, что я перечислил, это самый слабый аргумент, почему Крым не должен быть частью Российской Федерации. Потому что действительно аргументов, почему это свое, не меньше, чем аргументов, почему это чужое. Сейчас мы уходим в эти тейки всех Хрущев, подарил и все остальное. В первую очередь, это тоже, конечно, эти тезисы, они будут звучать, но в первую очередь будет звучать тезис, там живет русское население, которое там преобладает и которое, в случае, если мы моделируем, хочет в Россию. Вот. И это проблема, которая, опять же, хочет, можно же переехать в этом смысле. Переехать территорией, это как-то то есть в этом хочет или не хочет, это же тоже слабый аргумент. Государство – это люди. И территории в этом смысле, в государственном смысле, это люди, которые на них живут. Украина
Это не кусок земли, очерченный вот так вот линейкой на карте. Это люди, которые придумали Украину и создали Украину. Еще раз, про придумали Украину, любое государство придумано. То есть если вы задумаетесь над этим концептом, конечно же, государство существует, пока в него верят люди. И поэтому, когда люди на определенной территории хотят верить в другое государство, это действительно повод немного изменить ситуацию с границами. Опять же, оптика, о которой ты говоришь, она начала преобладать после Второй мировой войны. По понятной причине. Так делал Гитлер. Ну, то есть Гитлер обосновывал желанием немцев жить в одном государстве. Да. Чехии, наши люди. До поры до времени он до этого не доходил. Он доходил до того, что у него были прекрасные, на самом деле, понятные всему международному сообществу аргументы. Была Судетская область, она была немецкой. Это была территория, где преобладали немцы, и где, более того, чехи несколько занимались угнетением немецкого меньшинства. Действительно, это было. Это было преувеличено в нацистской пропаганде, но проблемы были у судетских немцев. Значит, она должна быть в Германии. Есть Австрия, там живут немцы. Они тоже хотят быть в составе единого немецкого государства. Значит, можно дать им такую возможность. Есть Данциг, и там тоже живут немцы. И они тоже не против быть в составе нашего немецкого государства. Ну и, собственно, главная проблема... После Гитлера так делать перестали. Да, проблема в том, что решили, что, значит, нужно абсолютизировать право. То есть дилемма права национального самоопределения и государственного суверенитета, она существовала очень давно. Но после Гитлера решили, что это однозначно дилемма, которая должна решаться в сторону государственного суверенитета. Мол, никогда не делим границы, войны не случается. Сработало? Мы видим, что нет. Не работает. А из-за кого не сработало? Ну, в том числе из-за, безусловно, действий Российской Федерации. Ну, не работает. Ну, не признают все этот статус-кво. Так кто? Путин не признал. И видишь, просто смотри, моя логика да. какая. Вот мы родились, мы родились с тобой там в интервале там, с разницей в 13 лет, но как я смотрю на мир? Вот мы родились, и есть общепризнанные границы. Я понимаю, что если копаться даже не очень далеко, то и там северная часть Италии, она тоже когда-то там была совсем еще недавно там где-то Австрии, и говорят на немецком. Австрия была, да. Да. Но я родился, и вот они границы. И окей, признали, мы в них живем, и вот та страна, в которой я родился, или в которой хочу жить, там, в которую со временем приезжаю, моя цель — развивать вот ее в этих границах. И добиваться и личного счастья, и, может быть, тех, кто вокруг. Я в целом разделяю твою оптику. И мне в целом она симпатична. Но предположим, что все не в радужном мире Евросоюза происходит. А вот предположим, что с крымчанами, скажем сразу, этот аргумент работает плохо. Но предположим, что представители твоей нации, которые живут за границей, они ущемляются по национальному признаку. Имеет ли право твоя страна вмешиваться на территорию другого государства, в дела другого государства, если там ущемляются люди по национальному признаку, которые являются твоими сонациональными, то есть не согражданами, конечно, но представителями твоей же национальности. Я пытаюсь это представить, грубо говоря. Я украинец, выросший в России, например. Имеет ли право Украина каким-то образом влезать, когда мои права ущемляются? Я бы, наверное, сказал, что мировое сообщество имеет право обратить на это внимание. Но вот я понимаю, что это вряд ли каким-то образом произойдет, кроме того, что поражает свою обеспокоенность. Да. Я к этому, возможно, чуть больше готов, потому что в мире огромное количество таких примеров. В Китае есть концлагеря для уйгуров. Это ужас, кошмар, классно бы что-то с этим когда-то сделать, но это один кошмар. А когда государство в свои лапы еще лезет куда-то в другое, переписывает границы, это два кошмара. Ты понимаешь, почему это очень хорошо, что ты вспомнил Китай. Ты понимаешь, что их политика, в том числе по отношению к уйгурам, это на самом деле не международное право, это право сильного. Если бы то же самое проводило слабое государство, международное сообщество бы вмешалось и что-то бы сделало. То есть, опять же, мы находимся как раз в стране, в которой это идеально иллюстрируется. А я как раз за то, что даже если ты сильный, хотя большие вопросы, насколько Россия там, как государство сильное, но, допустим, раз она смогла каким-то образом аннексировать, то это скорее показатель силы. Вот я за то, что сильный, это равно еще и ответственности. И ты такой херней и такими злодеяниями не занимаешься. Конечно, безусловно, это так. Но когда мы говорим просто про абсолютизм международного права, государственного суверенитета, мы приходим к этой дилемме. И опять же, есть менее удобный пример с Арцахом. Да? А там как? Вроде как тоже, безусловно, признанная граница. Безусловно, Карабах – часть Азербайджана. Безусловно, все так. Но при этом фактически он никогда не был частью независимого Азербайджана. Там сразу же армяне отделились, прошла серия этнических чисток, и вот эта ситуация. И что делать? Отдашь одним,
они проведут этнические чистки, армян там жить больше не будет. Отдашь другим, Были ли в признаешь... Крыму этнические чистки? Нет, не было. И это важное отличие. Это повод туда, на самом деле, не вмешиваться. Но сегодня мы имеем уже ситуацию, когда вот это вот случилось. Владимир Путин это сделал. Это была ужасная ошибка, которую мы, конечно же, осуждаем. Но решить проблему тем, что, вот вы побыли в России, теперь мы вас отдаем в Украину. У вас есть российские паспорта, да, мы вроде как все это сделали, но мы отказываемся, понимаете, от ответственности государства, которое это делало до нас. Мы все обнуляем, у нас тут прошли перевыборы, революция. Все возвращаем. Короче, сдавайте свои российские паспорта, доставайте из полок украинские паспорта, и все. А что там с вами будет из-за того, что вы эти российские паспорта получили? Что с вами будет делать украинское государство, которое получит полную легитимность на этой территории? Да, как оно будет действовать? А понятно, что у украинского государства будет целый ряд претензий к людям, которые совершили государственное преступление. Это государственная измена. Они пошли служить другому государству. Вот. А мы говорим, извините, у нас большая ответственность перед историей. Мы вам, конечно, можем предложить уехать. Да? Вот вы уезжаете к нам. А свои дома вы покинете. Это тоже проблема людских страданий, которые есть сейчас. Еще раз, твоя оптика, мне кажется, она разумной во многом. То есть действительно лучше, чтобы государства друг другу в дела не лезли. В России уже существует проблема Крым – часть Российской Федерации. И вот эта проблема, она существует, и ее не решить, просто вкинув его обратно. Да, просто это говоря к моей неоднозначной позиции по Крыму, просто продолжаю эту линию, почему мы не должны абсолютизировать и в том числе просто приводить в аргумент международное право. И я правильно понимаю, что мы вывели к тому, что это не сработало, нерушимость границ, но оно не сработало ровно на Владимире Путине? Нет, оно не работало на Югославии. Оно не работало не так. Югославия распадалась, а не присоединялась. Под международным давлением. Югославия распадалась под международным давлением, под требованием Европейского Союза, европейских структур вывести югославские войска из части Югославии. Вот так вот честный ответ будет звучать на этот вопрос. То есть вам говорят, вот Хорватия, Словения, части вашего государства, тяготеют к отделению. Действительно так. Вы оттуда выводите войска. Это, конечно же, вмешательство. Безусловное, да. Вот. И, конечно же, это нарушение, тоже это важное нарушение принципов, которые закладывались результатами Второй мировой войны. Вот. При этом, опять же, каждый пример, он уникален. Югославия в этом плане, она уникальна тем, что там было право выхода у республик. И можно было попытаться хотя бы легитимно это провести. Но они провели в обход Конституции Югославии, говорят, потому что там было сложно. Но хоть как-то это можно было оформить и признать. Вот. Но в случае с Украиной это было невозможно конституционно оформить. Ты часто апеллируешь к Конституции, какая Конституция позволяет, а апеллируешь ли ты также к новой российской Конституции? Почитаешь ли ты, признаешь ли ты ее как главная книга законов? Я апеллирую просто для важности примера, потому что там-то говорится... Ты часто это делаешь по разным поводам. То, что в Украине антиконституционный переворот и все остальное. То есть есть некий документ, для тебя основа тех законов, по которым это государство само когда-то решило жить. Относишься ли ты также к Конституции 2020 года Российской Федерации? Нет. Она нелегитимна. Путин часто говорит, что Украину придумала в австрийском генштабе. Да. Очень коротко. Это миф или не миф? Это миф, который базируется на правде, как и многие мифы, на части правды. Во время Первой мировой войны украинский генштаб, во время Первой мировой войны австрийский генштаб действительно подогревал сепаратистские настроения в Российской империи в Украине. Он действительно подогревал украинский национализм. Австро-Венгрия воевала против Российской империи, да. Нужно было ослабить ее любым способом. При этом Российская империя делала то же самое с малыми народами Австро-Венгрии. Например, с чехами самый известный пример. Чехословацкий корпус, целый корпус сформировали. Так. Тоже, разумеется, чтобы расчленить Австро-Венгрию. В целом, великие державы метались друг друга сепаратизмом малых народов. В сторону немцев только не получалось так сделать, потому что они довольно моноэтничные. Все остальные пытались всех поднять на борьбу против господствующего государства. И действительно, во многом успех украинского государства, то есть в какой-то степени, не во многом, в какой-то степени он обеспечен Первой мировой войной и той помощью, которую оказали австрийцы украинским националистам. Вот. Но важно понимать, что на тот момент Украина уже существовала как концепт, она существовала как... То есть ее уже придумали, понятно, что ее не было как государства, но она уже была в умах украинских националистов,
уже существовали украинские националисты, вот, и, соответственно, существовала идентичность украинцев. То есть вот эти вот важнейшие вещи, они появляются до Первой мировой войны. А успех украинского государства, что ты имеешь в виду? Ну, что оно в целом Состоялось. То есть оно Сначала как часть появилось, Союза, да, а потом... Сначала как, понятно, как такая полунезависимая Украинская Народная Республика, вот. Но потом как понятно, что часть Союза. И в Союзе она на самом деле тоже как государство состоялась, в том числе благодаря усилиям интернационалистов, коммунистов, то есть большевиков. То есть действительно, ну, то есть то, о чем говорит Путин, сейчас немножко ему подыграем, действительно мотивы, по которым большевики включали нынешнюю Восточную Украину, ну, мы не берем Харьков, мы берем Донбасс, например, в состав Украины, это в том числе то, что большевикам не хватало пролетариата в Украине, не хватало влияния своей политической идеологии. Присоединяем промышленный регион, и Украина становится более пролетарской, становится легче на нее влиять, легче поддерживать коммунистическую идеологию. Ну, как будто бы вот в умах было так. Это одна из причин важных, то есть не единственная, да. И поэтому и украинизация действительно проходила. То есть был такой процесс в Советском Союзе, когда всех переучивали на территории Украины говорить с русского на украинский. Был такой процесс. Потом он свернулся довольно быстро, но все-таки он был, и он дал важные плоды для украинского государства, чтобы оно состоялось в тех границах, в которых оно в итоге состоялось. То есть я думаю, что, условно, Западная Украина, она в любом случае бы состоялась как какой-то этностейт. То есть это действительно люди такие самобытные, отдельные, да, с четкой идентичностью довольно. Вот. Но вот Восточная Украина была под вопросом до советского опыта и вот до УССР. Как бы ни закончилась война, ты против репараций от России Украине? Напрямую украинскому государству-то. Объясни. Российская Федерация может взять ответственность за разрушения, которые нанесли военные действия на территории Украины. Ответственное российское правительство, ответственные российские политики могут это сделать. Они могут в частном порядке, частным образом выплачивать компенсации людям, пострадавшим от боевых действий, от урона, который нанесла Российская Федерация. Перечисление денег напрямую в украинский бюджет, скорее всего, ни к чему хорошему для российского государства не приведет, и это не воспримет общество, это основа для, в том числе, реваншизма, и в случае, если мы говорим о заморозке конфликта, это вообще перечисление денег, на которые вас потом могут начать убивать. Вот. Это деструктивно, на мой взгляд. Так, деструктивно для России. Да. Этически. Это разве не правильный шаг? Этически самое правильное – это компенсировать последствия войны людям. Так, давай конкретнее. Грубо говоря, Россия отстраивает там, все школы, которые были уничтожены в Украине. Грубо говоря, у тебя есть иск от частных лиц, от групп частных лиц, например, от жильцов, которым школу действительно разрушили. Россия его рассматривает, и когда она принимает решение, что действительно в этом случае есть ответственность, она перечисляет деньги конкретно на восстановление этого объекта. Вот. Когда я говорю о частных лицах, в первую очередь я говорю, конечно, о частных лицах, затронутых войной. Конкретно это случаи искалеченных людей. Владелец дома в Буче, которого разнесли. Да, например, так. Да, это, мне кажется, более... Опять же... А кто решит? Россия решает, надо или не надо? Конечно, Россия. А как ты это видишь? Честным судом? Да. Но это может быть, то есть если Российская Федерация восстановит членство в каких-то международных судах, важно, чтобы Россия этому суду доверяла. То есть важно, что для России этот суд должен поносить легитимные решения. Ну или мы, например, снова члены Европейского... ЕСПЧ, например, да, мы снова члены, и мы ему доверяем снова по этой причине. В теории мы можем так делать. Для меня, кажется, это поведение ответственного человека, потому что мы тут кричим «наши люди», мы пришли наших людей защищать, а потом война заканчивается, и наши люди, которых мы пришли защищать, говорят, знаете, вы пришли нас защищать, вот квартира у меня была в городе Харьков, вот ее нет, вот тут дыра. Вот. И, конечно же, поведение ответственного правительства это восстановить. А какая разница, наши люди или не наши люди? Это просто важная подоплека, почему так правильно этически делать, потому что прошлое государство, прошлое правительство апеллировало именно к этому, и это важно действительно, что... А если это не наши люди, если это, грубо говоря, человек, который не ждал нас, и который прям проукраинский украинец, но мы все равно разнесли ему дом. Это сложнее для российского общества, но в целом в широком смысле это для российского общества украинцы были нашими людьми очень долгое время, и это как будто бы тоже... Это дискуссионно, опять же, демократия очень важная ценность, и очень важно, как действительно сами россияне решат. Мне кажется, что россияне могут решить в пользу того, чтобы действительно выплачивать компенсации в частном порядке.
эта позиция по, ну, если не отказу от репараций, а очень такому аккуратному отношению к ним, она вызвана тем, что предмет твоего изучения — это Германия, и ты на ее примере видел, что такое ресентимент. В том числе, конечно. Насмотрелся на страшные последствия. Вай Виктис нельзя кричать, нельзя просто кричать «горе побежденным». Вы за все ответственны, вы будете все платить. Конечно, это важная оптика, что Германия после Первой мировой войны, где ей просто показали на ее место, сказали, вы будете на этом месте, и мы решим, как вы будете жить, ни к чему хорошему не привело. Да, это важнейшая оптика, это огромная основа для реваншизма, огромный урон для России будущего. Вот. Да, это важно. Насколько, скажи, как человек, который исследовал Германию, насколько это... Нас в школе все учили, что Вторая мировая война и приход к власти фашистов случился в том числе из-за того, в каком положении была Германия как побежденная в Первой мировой войне. Это не миф, это правда. В определенном смысле. Конечно же, это некое всегда упрощение, потому что любой простой тезис — это упрощение, понятно, да? Нацисты поднялись на теме репараций. Они поднялись на референдуме, на котором немцы решили не платить репарации. У них было на этой теме они подняли свою популярность. То есть немцы решали, платить нам репарации или не платить. И решили не платить. Вот. И немцы за это агитировали. Нацисты за это агитировали, и нацисты на этом получили очень много голосов будущих, которые влекли в основу их электоральной поддержки. Конечно, Германия была унижена, и более того, не только приход к власти Гитлера, но и рецидив мировой войны. Это во многом из-за того униженного положения, в которое усадили Германию по результатам Первой мировой войны. Действительно, Германия была унижена, действительно, Германия была территориально разделена, от нее оторвали немецкие куски, ей запретили иметь армию в нормальном формате, ей запретили иметь военный флот тоже в нормальном формате. Вот. И это рождало у немцев комплексы, которые они реализовали в том числе через Гитлера. Вот. Это действительно так. Вот. Но при этом, если мы говорим просто про причинно-следственное, я скорее сторонник в историографии, сторонник теории, что Гитлер — это некая случайность политического процесса, что именно конкретно приход к власти Гитлера — это последовательность событий, которые просто политические события так произошли. Потому что там есть целый ряд событий, которые могли бы и не происходить. Могли бы не назначать Гитлера канцлером. Мог бы Гинденбург прожить дольше, и мог бы он потом, это рейхспрезидент Германии, мог бы снять Гитлера с поста. То есть очень много чего могло бы произойти, чего не произошло. И наоборот, так работает. Я скорее сторонник этой концепции из историографии. Германия платила репарации и после Второй мировой войны? Да. Почему тогда не случилось ресентимента? Потому что ее оккупировали, немцев буквально насильно заставили каяться, их обрабатывали пропагандой союзной. И важно понимать, что первые-то немцы покаялись довольно поздно. То есть, 60-е? Да, причем каялся кто? Каялся антифашист Вилли Брандт. Стоял на коленке, не нацист, не немец, который поддерживал Гитлера. Стоял Вилли Брандт, антифашист. Вот. Люди, на самом деле, даже несмотря на всю эту пропаганду, союзническую, несмотря на все это, у них все равно был ресентимент. Просто ему задавили настолько военной силой, что ему не дали реализоваться. Все равно люди... был прекрасный институт общественного мнения в Валенсбахе, проводил прекрасный соцопрос в конце 60-х годов, кажется, где 57% немцев, это ФРГ, ответили, что нацизм был хорошей идеей, которая просто была плохо реализована. Вот настроение немцев. Почему ты так говоришь о том, что Вилли Брандт каялся, как о каком-то унижении? Нет, это... Разве не мог человек, который был антифашистом, который посвятил свою жизнь борьбе с нацизмом, все равно испытывать ответственность за свою страну и искренне встать на колено, принося извинения от своего народа, частью которого он продолжил себя считать, несмотря на то, что у него были принципиальные политические позиции Мог, с ним? но это не покаяние массовых немцев. Я просто говорю тебе о том, что специфическая часть общества каялась. Да, то есть я тебе просто говорю о том, что, говоря о том, почему после Второй мировой войны не произошло того же, что после Первой мировой войны, я тебе говорю, что это покаяние немцев, это все, это воспитанное извне, а сознательные немцы, которые жили при Гитлере, жили в Третьем Рейхе, они в массе своей на самом деле не изменили своей точки зрения прям массово. Они считали себя жертвами войны.
Они считали, что они главные жертвы войны. И этой оптики у них не отнять. Они не верили в Холокост в том формате, в котором это преподносилось, и в котором мы в итоге узнали, что это было. Они не верили в те преступления и зверства нацизма, во все их. Ну, после этого... Ну, Войны не было. После таких подробностей есть ощущение, что... ужасное ощущение, что внешнее управление и пропаганда могут иметь позитивный характер. Могут, но это огромное унижение для нации. Конечно, могут, но это результат полного военного разгрома. То есть, если... то есть, важно понимать, предварительно, если мы переносим это на Россию, но это нельзя делать, да. Вот. Не потому что страшно, а потому что, мне кажется, слушай, на второй год, на почти уже третий год войны, ну, исторические аналогии не работают. Не, конечно. Какие-то да, но лучше этим не Просто увлекаться. важно понимать, почему это не... Нельзя сказать, что это хорошо, прям хорошо для государства, потому что предварительно по Германии прошлись катком. Ее закатали просто в руины. Она стояла вот просто перед угрозой полного краха. Местное население ужасно пострадало. Вот это сначала произошло, а потом внешнее управление, потом что-то, вот эта пропаганда, вот это заставили каяться. Ну, потом это все случилось. Второе без первого маловероятно. Ты вспомнил у себя в телеграм-канале про то, что Гитлер своего главного оппонента в тюрьме застрелил. Расскажи тем, кто не знает об этом человеке и об этой истории. Это Эрнст Тельман, это лидер Коммунистической партии Германии. На самом деле у Гитлера была довольно широкая там оппозиция, которая отправилась в тюрьмы, но Тельман провел в тюрьме 11 лет. Концлагере. У него менялись условия. Например, поскольку он был лидер коммунистов, когда у нацистской Германии были с Советским Союзом потепления в отношениях, Тельман переводили в лучшие условия. И пускали там жену, Тельман передавал письма в Советский Союз, он на нормальных условиях существовал. Тельмана не содержали в условиях для того, чтобы его убить. Его на общих основаниях содержали просто, чтобы изолировать его от общества. И Тельмана действительно застрелили в итоге, и даже не осмелились признаться, что важно в том, что это сделали сами нацисты, что они вот расстреляли человека, хотя, казалось бы, да, в пропаганде это враг Германии. Это человек, который враг Третьего Рейха, он коммунист. А коммунизм это был синоним, не знаю, чего-то сегодняшнего экстремизма, да, для нацистов того времени. Но нацисты не осмелились, потому что они понимали, что какая-то часть общества все равно за ним стоит. И они обвинили в этом союзников, которые бомбили территорию Германии, сказали, вот союзники разбомбили концлагерь, и там вот Тельман погиб. Такая история. Важно понимать, что расстрел произошел после попытки переворота в Германии. Его расстреляли в тюрьме по приказу Гитлера. Да, с согласованием Гитлера точно. И сделали это после попытки убийства фюрера. То есть Гитлера попытались убить в 1944 году. Был широкий заговор. И после этого, собственно, оппоненты режима, которые до этого просто находились в концлагерях, начали трагически погибать. Но официальная версия похожа на то, что это Запад это Запад прорвался как-то в Харп, и там... Слушайте, но Гитлеру уже невыгодно. Зачем Гитлеру убивать Тельмана? Послушайте, вы подумайте. Сами, он 11 лет сидел в тюрьме, никому он не мешал, Тельман ваш. С женой встречался, да, все нормально у него было. Мы же цивилизованные люди, мы же немцы. А вот они, посмотрите, они Дрезден разбомбили, они разбомбили Кёльн, они еще бомбят нас, вот посмотрите на них. Вот им выгодно, а нам не выгодно. Посмотрите, фюрер даже мясо не ест. Вы чего, вы думаете, этот человек способен на убийство? Как ты зарабатываешь? Boosty, Patreon. Это сервис. Соответственно, думаю, что не нужно объяснять. Подписка. Я делаю уникальный контент, который не выкладываю на YouTube, который выкладываю только на Boosty и Patreon. Это различные разборы различных видеоблогеров популярных. Вот. И люди приходят их туда посмотреть и платят деньги. На Boosty у тебя около 6 тысяч подписчиков. Это с бесплатными, с платных примерно половина от этого числа. 3000 платных подписчиков. Сколько это в рублях? Около 600 тысяч рублей, чуть больше. В месяц? Да. За вычетом, важно понимать, что выходят ролики за вычетом зарплаты монтажерам. То есть нужно с этих денег заплатить зарплату, деньги монтажерам. Комиссия Boosty сверху или тоже из этих 600? Нет, еще комиссия Boosty есть. Там 10 или
12%, там не конская комиссия. Patreon меньше приносит денег? Да, меньше. Больше людей донатит мне из России, чем из-за границы. Эта обсерватория во время боев, которые здесь были, она очень пострадала. И все пришло в запустение, все следы от пуль, но зато вот очень культурно. Вот здесь есть несколько таких, видишь, самопальных лавочек, на которых очень культурно можно отдыхать. И мы с тобой оценили, что это такое прям, представляешь, вот подняться сюда, чтобы посидеть. Он ремонтирует еще, смотри, взял топором, ремонтирует лавку, чтобы для комфорта. Выглядит отлично, как такой молодцы. балканский хайкинг. Хочется состариться именно так, чтобы идти вдвоем с другом и вот подниматься в гору, сесть и смотреть на город и пить что-то. Представляешь себя в старости? Ну, иногда, но с трудом. Какие мысли? Ну, чуть-чуть грустно, смерть близко, но в целом хорошо. Как будто бы хочется, знаешь, как идущий к реке, вот так вот, познать всю тщетность бытия, бесполезность погони за успехом, и просто сидеть и релаксировать. А сейчас ты в погоне за успехом? Ну, как будто бы что-то делать, пытаюсь постоянно, да. Иначе несчастен. А несчастен, потому что, как ты говорил, у Лизы Лазерсон не самореализован. Ну, если, да, чувствую, что я как-то не двигаюсь, да, к самореализации, то чувствую себя несчастливым. Не знаю, насколько ты захочешь об этом говорить. Если не захочешь, я смело соберусь и отойду. Ты про смерть сказал, но в последние годы смерть недалеко же от тебя. Ну, как? Не знаю. Ну, то есть ты не осознаешь Я про другое, нет. У тебя же в 2022 папа умер. Да. А 20-м. несколько лет назад у тебя, в 2020 году, у тебя умерла девушка, с которой вы встречались, и с которой ты переехал в Москву. Ну, как раз потом в конце 22-го, в начале 23-го уже отчим умер тоже. Ну, да, бывает такое. Грустная история. У девушки был инсульт Да. в таком раннем возрасте. В 20 лет ей было, да. Да. Как-то выяснял, как это возможно? Ну, эндокардит, то есть, ну, что я выяснил? Что мне сказал патологоанатом, то я и выяснил. Эндокардит – это болезнь, когда из сердца, в общем-то, идут тромбы по венам. Я не знаю, сейчас, если медики это смотрят, может подумают, что я вообще идиот какой-то, ничего не понимаю, но как мне объяснили, так объясняю. Тромб может застрять в любом месте тела. Ну, то есть в любом, где кровообращение, в любом месте он может застрять, и, соответственно, кровь не будет туда поступать. И худший вариант, он случился, он застрял в мозгу. Вот. Произошел инсульт и кома, и там 10 дней врачи пытались что-то сделать, а потом скончалась. А когда инсульт случился, ты рядом был? Или... Нет, она уже была в больнице на тот момент, у нее были проблемы со здоровьем друг с другим связаны. Вот. Ну, собственно, то есть она один раз попала в кому, вот, когда ехала как раз в больницу, мы вызвали скорую, ей стало плохо, и мы вызвали скорую, она ехала на скорой к больнице. Ей по пути стало плохо, ее повезли в другую ближайшую больницу, потому что было прям плохо-плохо. Она попала в какую-то кому, через сутки из нее вышла. Я уже позвонила, попросила документы какие-то принести. Врачи собирались выписывать. Вот, через день-два, ну так они говорили. Вот, потому что они не знали про эндокардит, они не знали про все это. Вот, и через сутки, после того, как мы с ней встретились, вот я ей передал вещи. Она, да, у нее случился инсульт. Меня просто вызвал там главврач, ну какой-то не главврач, а заведующий отделением. Вот, и сказал, что ну вот так, мол, так, вот инсульт, все. Ну, то есть он так интересно еще говорил, как будто бы просто меня готовил к тому, что вот произойдет неизбежно. То есть он просто мне говорил, вот мужайтесь, вам понадобится много мужества. Когда это еще не случилось? Когда еще не было смерти, был просто инсульт. Как ты это переживал? Ну, тяжело как-то. Ну как ты выходил из трагедии? Ну, мне Кто кажется... тебе помогал? Что тебе помогало? Не знаю, мне кажется, что просто было очень долго, очень грустно. Вот, я как-то попытался работать, вот, то есть писать статьи, я тогда статьи писал исторические, погружаться в какую-то вот это. Во французскую революцию окунулся, просто купил кучу книг по французской революции, я читал целыми книжки по французской революции. Вот. Ну, как-то что-то, компьютерные игры первые дни нормально помогают эскапироваться, ну, отвлекаться от всего этого. Самые первые дни еще, на самом деле, вот вся эта суета с похоронами, она тоже помогает отвлечься. То есть, потому что, ну, чтобы похоронить человека, тебе нужно нормально так посуетиться. Тебе нужно съездить в морг, забрать одни бумажки, потом повезти другие бумажки в МФЦ, там вот эти бумажки оформить. Я уже стал, к сожалению, специалистом по этой процедуре. Вот, и да, ну, это отвлекает действительно, потому что это какая-то деятельность, вот, и ты пытаешься себя погрузить постоянно в какую-то деятельность. То есть постоянно, главное, как-то не оставаться вот в этом вот депрессивном эпизоде и пытаться хоть как-то отвлечься, делать что-то.
пытался что-то делать со временем, может, через 1,5 года как-то стало лучше. От чего умер папа? У папы цирроз печени. Ну, выпивал, и у него цирроз печени, вот, и он от этого скончался. То, что смерть так близко была с тобой эти годы, как ты сам думаешь, это может влиять на твой фатализм, например, в принятии таких решений, как поеду в Мариуполь и сниму там независимый фильм? Конечно, на самом деле ты осознаешь, что худшее, что может случиться, это смерть. И тюрьма в этом плане становится легче. Ну, то есть понятно, что пока я последние вот, 2 года эти живу в России, вот, и абсолютно понятно, что это не очень безопасно, но ты продумываешь риски, понимаешь, что даже, тебя схватят, посадят. Ну, мы понимаем, что это фейки, скорее всего, самое страшное. Это от 5 до 8 лет. Фейки, за фейки, да. Ну, то есть вот эта статья распространения недостоверных сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. От 5 до 8 лет. Ну, то есть это ужасно, это трагедия, но когда ты это сравниваешь с тем, что люди умирают, их просто не становится, они пропадают, это, конечно, как-то смягчает, мне кажется, урон вот этот психологический от возможной судьбы. В интернете можно найти объявление, как ты продавал питона. Нет. Я думаю, что я его не продавал. Хотя нет, действительно, я продавал питона. За 950 тысяч. Нет, это тогда нет. Я продавал питона за 9 тысяч рублей. Видимо, значит, это 9,5 тысяч. Да. Просто там я не понимал, это точка или запятая. И поэтому я думал, что это, неденоминированные белорусские рубли или что-то еще. Не, 9500 питон мой стоил, да. Это стоит. Что за питон? Откуда он взялся и сколько он у тебя был? Карина, моя девушка, любила рептилий. У нас были ящерицы, у нас были 2 змеи. И какое-то время после смерти Карины они со мной оставались, но потом я как-то устал и решил продать их в добрые руки, потому что вообще королевский питон — это очень такая стрессовая тема. Питон — это змея, которая, королевский питон, которая в норме ест раз в неделю. Но Живое. можно замороженное. Размороженная мышь, условно. Но у нее может быть такая ситуация, что она не ест полгода. Ты представь, что у тебя что-то, что твое, живое и не ест полгода. Ты можешь это представить? Сын у тебя, например, говорит: я не ем полгода. Или кот говорит: я не ем полгода. И ты такой: ладно, для него это норма. Стрессовое очень животное. Уверен, что многие люди, смотря это, ответили бы: в эмиграции бы такие дети не помешали бы. А как понять, что он хочет есть? Нужно предлагать раз в некоторое время. Просто нужно предлагать, бросать ему в террариум еду, и если съест, то хорошо, не съест, бывает. А если не съест, то полгода это лежит? В смысле, нет, это не лежит, это убирается через 2 часа. Это прям... Ты кормил его живыми мышами? Нет, я кормил размороженными мышами, но бывало и живыми. Жалко очень мышей. А как это происходило? То есть где можно найти живую мышь? Есть специально разводят кормовых мышей для разных очень... Это целая индустрия, там причем не только для змей, для птиц, для всяких... Есть люди, которые, например, птиц заводят, которые едят грызунов, соответственно, какого-нибудь большого орла. Им тоже нужны мыши. И ряду еще живых существ нужен живой корм. И мышей продают, прям разводят. Ты приходишь к человеку, который разводит мышей как раз для этих целей, который в конфликте между рептилиями и грызунами выбрал рептилий. И покупаешь мышь. Реально жалко. Это правда, это ужасно. То есть живых ты покупаешь только в крайнем случае, когда он очень долго не ест, потому что он живых ест охотней, чем размороженных. Но это тоже одна из причин, почему я в итоге продал, потому что это тяжело. А от питона есть какая-то угроза человеку? Если он из террариума выберется, он может в какой-то момент... Нет, зависит от размера питона, конечно. В случае с королевскими питонами нет. Есть угроза, если ты, например, курочку поел, и потом идешь его трогать, то он подумает, что твои руки — это курица, и может попытаться их съесть. Да, то есть такое что-то. Он резкий или обволакивающий, как в мультиках? Обволакивающий. То есть всегда есть шанс руку убрать? Выпад змеи — это довольно быстро происходит. Даже этой? Даже питон. Но это в целом их главная функция, быстренько. Но он довольно медленно подходит. У меня не было никаких проблем со змеями, в плане меня не кусали змеи. И еще у тебя была ящерица Серега. Да, была ящерица Серега.
Она была великолепный ящер. Вот я по нему больше всего скучаю. Он просто невероятный был. Такой глупый, придурковатый и очень... Очень тебя понимаю. Зеленый такой еще. Не, он был не зеленый, он был такой желтоватый. Это бородатая гамма. Ящерица, вот, австралийская ящерица такая в пустыне обитает, поэтому у нее цвет такой пустынный. Вот. Веселая ящерица. Вот, ее надо кормить сверчками. А их где брать? Также на... Также есть рынок, который... Ну, это на самом деле целый рынок рептилий. Приходишь, да, говоришь, мне 100 сверчков, и тебе отсыпают 100 сверчков. Обалдеть. Сколько неизвестных дивных миров существует. Это правда. За пару дней до того, как ты вылетал, чтобы мы встретились, рядовка или рядовка? Я не знаю. Мне кажется, что рядовка их оскорбляет, поэтому рядовка. Но они считают, что рядовка. Они написали, ну, то есть там, по сути, был пост... Товарищ майор, пожалуйста, обратите внимание Да на не это. просто обратите, почему он ходит на свободе? Да. Человек, который там все законы нарушил военного времени, почему он ходит на свободе? Ты, находясь в Москве еще в этот момент, ты понимаешь, что тебе переходить границу через день, два, три. О чем думаешь? Да ну Тебе- спокойно. Это Ты каждый раз. спокоен или тебе очково? Скорее, то есть, когда ты переходишь границу, немножко страшно всегда. То есть, я когда... когда я из Еревана возвращался, все-таки, переходил границу. Но это, конечно, есть некий вот этот вот страх. То есть я помню, что я вот летел, я взял с собой Библию в самолет, вот, и я перечитывал один тот же момент из Евангелия от Матфея, Гефсимания он называется, когда Иисус просит Отца, если можно, пускай минует меня эта чаша, судьба, вот, но потом принимает. Вот, я перечитывал это, слушал в наушниках Jesus Christ Superstar, очень хорошая рок-опера. Вот. И, как-то спокойно принял уже, как прилетели, такой, пойду, будь что будет. Было все прекрасно. Я прошел, что-то там пошутил с не таможенницей, пограничницей, вот, что-то там пофлиртовал и пошел дальше. Ты еще не уехал из России? Еще нет, еще не уехал. Я не могу обещать, опять же, что я не уеду из России никогда. Прошли недавно как раз уже прекрасные дебаты в Листве с националистами. Вот, это было в Москве. Все прекрасно могли прийти и увидеть. Это, к слову, прекрасное ощущение, когда ты понимаешь, что все не потеряно даже в этом лагере. Ты приходишь на дебаты в Москве в книжной лавке «Черной сотни». Вот, проводишь эти дебаты. В целом прошло неплохо. И на выходе к тебе подходит человек, когда уже мы проводили людей по спискам. То есть я привел 13 человек, 13 человек книжная лавка «Листва» и 13 человек мой оппонент. Вот, подходит человек из списка книжной лавки «Листва», «Черной сотни», вот, и говорит мне: Александр, нет войне, слава России. Как бывший участник СВО, поддерживаю вас. Жмет руку и уходит. Вот. И это создает ощущение, что на самом деле все будет хорошо в России. Ты была совершенно тигром на этих дебатах. Я это все прекрасно понимаю. Но ты уверен, что это не фигура речи? Что он действительно впечатлился твоими аргументами? Не, я думаю, что Нет, я думаю, что он изначально был убежден в том, что нет войны, слава России. Я думаю, что он изначально пришел с позиции вот близкой к этому. Я не думаю, что это было переубеждение в прямом эфире, что это был сеанс переубеждения. Я думаю, что просто человек, даже который поддерживает вот это вот все, или поддерживал продолжительное время, вот, он действительно близок к моей позиции, и, возможно, просто сформулированная, услышанная позиция, вот эта вот четко сформулированная, ему помогла четче это сформулировать в голове для себя. Ты не развил диалог с ним? Нет. Где воевал, что, как, почему? Нет, просто. Я даже не уверен, на засомневался? самом деле, насколько это правда, да, то есть я же не могу, все, вот такой эпизод произошел. Ты красную линию себе прочертил какую-то? Про уезд? Да. Просто ощущение, что как бы бомба уже совсем в твоем огороде взрывается, и предупреждение, а ты все там и там. Точно обыск, это точно, мне кажется, важная линия, но там непонятно, будет ли возможность. Вот. Я не знаю, правда. Это всегда очень сложно. Это маятник, который постоянно качается от тревоги к смелости, и ты никогда не знаешь, в какой момент ты решишь, что все, хватит. То есть это такая история, когда ты знаешь, ты решил, что этически правильно оставаться, и можно даже пойти на плаху, в случае чего, да, и положить голову, чтобы, потому что этично правильно пострадать за правду, говорить правду независимо от того, что происходит вокруг, и при этом не бежать от зла.
не бороться со злом, но не бежать от него. И ты кладешь эту голову на плаху, и чувствуешь уже холодок топора, который заносится над тобой, а нет, вот не сейчас. И ты день, неделю, месяц на этой плахе и ждешь этого топора, ждешь, а его все нет. И в какой-то момент ожидание вот этой вот неизбежной казни, оно становится более болезненным, ну, то есть посадки в тюрьму, более болезненным, чем возможная сама посадка. То есть ты в этом ожидании, это, конечно же, невероятный стресс, который иногда создает очень много дискомфорта. Ты уезжал в Ереван на какое-то время? На несколько недель, да. После иноагентства? Да. Тебе это как помогло? Это для головы скорее было? Это, да, сложно сказать, помогло ли это. Это помогло мне понять, что жить вне России можно. Ну, то есть это допустимый сценарий. Вот. И что, есть конкретный сценарий, как это делать. Вот. Будет ли это продолжаться, не знаю, правда. Ну, то есть там определенно чувствуешь себя безопасней. Дверь можно не закрывать. Это прикол такой, когда из Еревана вернулся, я стал закрывать дверь, потому что понимаю, что закрытая дверь на все замки, это в случае чего несколько лишних минут свободы. Потому что пока ее будут ломать, это час могут ломать, зависит от того, как они подготовлены, не подготовлены придут. Вот это вот время, которое ты проведешь на свободе, и которое ты будешь невероятно ценить. Вот. И поэтому ты постоянно, если в Ереване можно оставить дверь открытой, то в Москве ты постоянно все замочки. Вот. И вот такие вот микромоменты, конечно, они за границей убираются. Поскольку у нас, как мне кажется, довольно откровенный разговор, и ты откровенно самоанализ проводишь, может, я заблуждаешь, но у меня такое впечатление. А оцени в процентах, сколько в твоей позиции уезжать, не уезжать, несмотря на самые большие риски, сколько природной смелости, сколько, может быть, инфантильности, непонимания всех проблем и угроз, а сколько понимания того, что то, что ты остаешься в России, это твое конкурентное преимущество в сравнении с многими другими производителями контента, самого разного, вербального, видео, какого угодно еще, поскольку, как я понимаю, тех, кто против войны и публично об этом говорит, в России не осталось практически вообще. Кашин недавно вспоминал, что в России осталась Собчак, которая против войны, но у которой Путин крестный, и Штефанов, у которого нет Путина крестного. Возможно, кто-то есть еще, но мне в голову сразу не приходит. И уж точно не приходит тот, кто так артикулированно высказывается против войны, рубится в дебатах, и совершенно точно Ксения Собчак так не делает. Оцени в процентах, сколько здесь понимания того, что это твое конкурентное преимущество. Я думаю, что это преимущество не перед людьми, которые уехали, это преимущество позиции, конечно. Подожди, забудь о людях, которые я именно говорю про позиции, что это для конечно, формирования это тебя важно. Как публичного человека. Это очень это важная часть, конечно, антивоенной позиции. То есть это каждый день, который ты остаешься там и продолжаешь это делать, ты как будто бы ты надеешься, что тебе позволяет переубеждать больше людей, позволяет больше людей посвятить в антивоенную позицию, убедить их в том, что это так не должно работать, что для Российской Федерации специальная военная операция, так называемая, это ужасное преступление Владимира Путина против русских, против России. Вот. И, конечно, важно оставаться при этом в России, это помогает. Я не знаю, при этом, конечно, тут есть, мне кажется, тут есть очень много безрассудства. Тут есть очень много иррационального любви к тому, что мне нравится жить в России, я люблю жить в России, и мне очень не хочется никуда уезжать. Да, мы как раз обсуждали с тобой про загранпаспорт. У меня его неспроста не было. Не было нужды, не было желания куда-то ехать и что-то делать. Была привычка, важная часть жизни, любовь к родине, как это можно назвать, да, и желание оставаться тут. И в определенном смысле это все равно безрассудно, потому что я понимаю, что при этом любовь к родине в тюрьме будет, сложнее, да, будет уже сложнее также любить родину, также любить Россию, также чувствовать, что зато я на родине. Я думаю, что здесь очень много иррационального безрассудства. И когда чистым, холодным расчетом я бы выбрал уехать. Ты в нашем интервью говоришь, что будешь до последнего пытаться жить в России. То, что случилось с Алексеем Навальным, кажется, это еще сильнее репрессии усиливает, разгоняет. Оставляет твой ответ в силе? Он очень сильно его меняет. Да, это очень сильно изменяет для меня личная ситуация. То, что случилось сначала с Кагарлицким,
Это очень серьезный, лично для меня, там, триггер-звоночек, да. И то, что случилось с Навальным, конечно, это повышает и ставки для политзеков, вот, для тех людей, которые остаются в России. И я думаю, что в ближайшие там несколько месяцев, как минимум, я не буду в России. А как вера в твою жизнь пришла? Это было... После смерти Карины. После смерти Карины это постепенно как-то внедрялось вкраплениями. То есть ты взрослым человеком Да, сюда пришел? да. Ты был или остаешься прихожанином церкви в Хохлах, где Алексей Уминский был настоятелем? Был. Ну, скорее в терминологии РПЦ я скорее захожанин. То есть я посещаю, не знаю, церковь, наверное, раз 15 в год. Ну, то есть это немного. Просто на службу или исповедаться, причаститься тоже? На службу. Просто на службу. Вот. Ну да, это был прекрасный приход. Это во многом это такой контраст, да, то есть действительно Уминский был великолепным священнослужителем с, на мой взгляд, прекрасной этической позицией, с очень светлыми идеями, с абсолютно евангельским трактованием веры, с трактованием православия, христианства как религия любви, чем в сущности она и является. Потому что главная тема Евангелия — это любовь. Вот. У Уминского был такой провокационный, надо сказать, тезис во время проповеди, что, знаете, в Евангелии даже не содержится безусловного требования верить в Бога. Нужно любить. Вот любить. Не обязательно Бога. Ну, то есть любить Бога тоже нужно, да. И то есть, ну, важно понимать, что там именно любовь — это главная тема Евангелия. И вот его тезис как раз именно в том, что это главное. И причем вот он развивает тезис, говорит, что любить нужно тех, кого ты в обычной нормальной ситуации не любишь. То есть легко любить тех, кого тебе хочется любить. Но нужно именно стараться любить всех, любить. То есть он приводит там пример вонючего бомжа, любить там, человека с проблемами с алкоголем. Вот это вот все. И это действительно это про христианство, и это был, правда, очень важное такое место в Москве, которое, ну, к сожалению, вот сейчас уже недоступно для нас. А как выглядит проповедь в 2000... Как в целом его общение с людьми выглядело? То есть он после службы выходил и говорил? Да. Ну, там какой-нибудь мог быть церковный праздник, и, соответственно... И про повестку тоже говорилось? Ну, не обязательно с комментированием новостей, разумеется, но чувствовалось. Проповеди есть у, по-моему, даже еще не удалили на сайте вот этого храма в Хохлах. Есть отдел с проповедями. Вы можете, вот я призываю людей, которые там интересуются христианством, православием, открыть, и там есть проповеди Уминского, в том числе вот в первые дни после войны. Посмотрите, что человек говорил, и мне кажется, что он был прав. Ты говорил, что благодаря ему там огромное количество молодежи было. Да, очень много молодежи. Пасха, там было, просто ломились двери от молодежи. Вот это прям было невероятно. Но это, опять же, это было видно, что это контраст. У него, например, что примечательно, что, представляете, это центр Москвы, Пасха. И у него, ну, торговка в лавке, которая вот занимается этой торговлей, она с платочком, и на платочке куча пацификов. Вот. Это в центре Москвы, в РПЦ. Было понятно, что рано или поздно это так или иначе прекратится. Но пока этот момент был, этот миг был, это было прекрасно. То есть миссионер, каким он должен быть? Да, в этом плане он хорош. И понять, даже вот Ткачев, которого назначили на замену, вот, который, конечно, на мой взгляд, Евангелие меньше упор делать на Евангелие в трактовке христианства, и это плохо, на мой взгляд. Мне кажется, что это неправильно, но ему виднее. Вот. Он даже, когда его спрашивали про судьбу Уминского, даже он не осмелился злословить против него и говорить что-то, что типа так. Он говорил, это ужасная трагедия, это был прекрасный священнослужитель, который не заслужил такой участи. Лиззи Лазерсон, ты говорил, что у тебя девушки нет. Да. Сейчас что-то изменилось. Да, у меня есть девушка. Что ты можешь рассказать про нее? Прекрасная девушка, немного рассеянная, иногда забывает капли для носа, и поэтому сидит за камерой и сёрбает носом. Вот. Но в целом, в остальном, прекрасная женщина, с которой хочется жить дальше и любить друг друга дальше. Как вы познакомились? Мы сначала сходили вместе в кино, на каком-то общем мероприятии, мы просто были вместе в кино. В компании? В общей, да, компании. Но мы там просто увидели друг друга, и все. А потом мы делали «Пространство политика» проект в Москве, в России. Есть проект «Пространство политика» — это проект проведения дискуссионных встреч. То есть это место, где люди с разными взглядами, политизированные и не очень, приходят поговорить о политике. И мы делали как раз общий проект с лабораторией университетской прозрачности. Это проект, в котором работает Вика, менеджером. У нее работает, и вот там вот мы познакомились. Ты бы мог завязать отношения с девушкой, которая поддерживает войну?
Думаю, да, но я думаю, что это довольно быстро бы прекратилось. Отношения или поддержка? Поддержка войны. Хочется верить, что вот тут бы я хотя бы справился, потому что, понимаешь, мы строим всю деятельность про то, что я тут переубеждаю сторонников войны, переубеждаю, а тут с девушкой встретился, и все, невозможно переубедить. Но мне кажется, что возможно. То есть ты веришь в то, что поддержка войны — это не какой-то фундаментальная язва? Серия ошибок. Серия ошибок, в том числе когнитивных. Вот, и веря во все лучшее в людях, то есть важно понять, что это человек, видимо, которого мне легко полюбить, если мы говорим о девушке, да, в которую я решил встречаться. Вот. Веря во все лучшее в людях, я абсолютно уверен, что поддерживать войну, вот эту ужасную войну, нормальный человек, психически здоровый, не может. Вот. И поэтому в случае исправления некоторых проблем, связанных чисто с информационной составляющей, с тем, как пропаганда работает с населением, вот чисто вот информационными аргументами, да, можно исправить практически любого человека. Ну, то есть исправить человека плохое заявление, то есть мы как будто бы да, представляем, что они неправильные. Нет, они тоже правильные, все люди правильные. Вот. Но мне кажется, что легче убедить в том, что война — это зло, чем убедить, с этим не согласятся, с тем, что эту войну нельзя поддерживать. Что вот эту конкретную войну и специальную военную операцию и Владимира Путина, и его позиции в этой войне нельзя поддерживать. Вот в этом убедить человека очень легко, если просто говорить с ним, разговаривать с ним и работать информационно. Просто мне кажется, что эта политическая позиция имеет такие структурные проблемы, которые я в том числе пытаюсь показать на дебатах, пытаюсь показать в медийном поле в своих роликах, что ее невозможно поддерживать при должном уровне какой-то образованности, начитки по конфликту. Вот это вся деятельность моя, она об этом. И вот опять же, говоря о дебатах, мне очень часто, например, указывают, что оппоненты у меня не те. Слабые оппоненты. Вот я подобрал, вот у меня было вот два ивента в Москве. То есть это публичные дебаты вот, при живой аудитории со сторонниками войны, радикальными сторонниками войны. Вот. И первый раз я сделал open call, я сказал: сторонники войны, уважаемые. Я там, то есть на тот момент уже отсвечивал в политических кругах. То есть я знаю, что примерно все там важные, в том числе и зетники, так или иначе обо мне слышали. Вот. Приглашаю вас, уважаемые сторонники войны, придите, докажите мне, что я русофоб, давайте поговорим об этой войне. Откликнулся, самый медийный, кто откликнулся, был Влад Угольный. Вот. И он показал свою позицию на дебатах. Посмотрите эти дебаты. Вот. И так Артемий Сыч вообще сам меня вызвал, сказал: вот я защищу эту позицию. Защитил. Молодец. Оппонент, которого ты очень хотел бы увидеть перед собой, чтобы поговорить про войну в Украине? Владимир Путин. Так, хорошо. Окей. Не считая Владимира Путина. Ты не один такой. Вот. Не считая Владимира Путина. Я думаю, что мне бы чем выше фигура, чем больше ее влияние на провоенную среду, тем лучше. Чем самый влиятельный провоенный спикер, не знаю, я не уверен, насколько Владимир Соловьев, может быть, Владимир Соловьев один из самых влиятельных. Это моя мечта. То есть моя мечта через этого спикера достучаться до наибольшего количества людей. Вот. Дмитрий Киселев, возможно, Владимир Соловьев. Владимир Соловьев очень легкий оппонент, надо сказать. Учитывая, что как он вилял, это очень легкий оппонент. Вилял. 2013 год. Выступление в самурайском костюме. Да. Если это не самурайский костюм, в общем, Крым восточном. нельзя забирать. Крым нельзя забирать, он объясняет зрительнице в зале, да? Да, он объясняет, говорит: это территория татарская, нельзя, война, все такое. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар? 2014 год. Нет, он тебе продокументирует. Я так думал, я поменял мнение. Это, кстати, нормальный аргумент. Это нормально, но это будет потом звучать, потому что это будет слишком часто звучать. Потом дальше я вспомню про 2014 год, что он говорил, или в 2015 году он это говорил, в 2015 уже говорил, на таком же выступлении, где его спрашивают: а как сделать так, чтобы Донбасс не почувствовал себя преданным? Потому что, мы не взяли этот Донбасс. И он говорит: а знаете, Донбассу никто ничего не обещал. А мы и не должны включать Донбасс в свою территорию, потому что Крым был автономной республикой, а Донецк и Луганск мы не можем включать в свою территорию. А мы и не должны были туда лезть. И он интересно, понимаешь, он, говоря о людях с Донбасса, он использовал выражение: дай говна, дай ложку, научи жрать, так не бывает. Вот говоря об обманутых ожиданиях жителей Донбасса, он использовал... Это его цитата? Это его выражение.
Вот, вот об этом он говорит. Он говорит, что, ну, знаете, вам никто ничего не обещал, извините. Это ваша родина? Ну, отвоевывайте ее. Но если дай дерьма, дай ложку, научи жрать, это что-то новое. Просто народ должен как-то еще и понимать какую-то ответственность за решение. А потом он немножко проходит времени, и он говорит, а где вы, суки, были 8 лет? Вот этот человек говорит про 8 лет. Этот человек говорит про страдания народа Донбасса. Это легчайший оппонент, он ни одни дебаты не вывезет. А кто самый сильный оппонент, как тебе кажется, из сторонников войны? Сложно сказать. Мне кажется, Владимир Путин не слабый оппонент. Был бы в теории, да, но это невозможная ситуация, там, дебатировать с Владимиром Путиным, но мне кажется, что он не слабый. Почему? Информированность о конфликте очень высокая, а в дебатах очень важна высокая информированность, чтобы сходу вспоминать факты и сходу их переводить. Так, подожди, мы же не знаем, на чем эта информация основана. Это, может, ты не очень понимаешь, как работают дебаты, в плане, что очень важно уверенно подавать факты, и у Владимира Путина это будет получаться. Он будет указывать, в том числе он будет указывать на общедоступные факты, но которые ему ближе, это очень высокая степень информированности, он непростой оппонент. Подожди, я не понимаю, что такое информированность? Информированность — это когда ты факты приводишь. Да, и он будет их приводить. В том числе... Факты, которые приводит Владимир Путин на своих публичных выступлениях, иногда такие, что ты пишешь после этого комментарий «История дешевая девка Владимира Путина». Да. И сам разбираешь, что в этих фактах половина мифов, половина неправда. В этом случае, вот в том конкретном случае, например, так получилось идеально сделать. Но я не уверен, что на дебатах это бы всегда получилось. Ну, то есть у меня нет четкой уверенности, что он будет фатально проигрышно смотреться на дебатах. И давай так, просто я тебе скажу, что это не самый простой из провоенного лагеря оппонент. Вот Владимир Соловьев, на мой взгляд, очень простой оппонент. Владимир Путин посложнее. Ну, то есть, условно, он скажет, а мы в Минске с Порошенко договорились об этом. Типа за кулисами. Да. И что ты скажешь? Ну, и ты такой, может, договорились, Владимир Владимирович, я ж там не был, я не знаю. Он говорит, а вот мы, а нам вот это. И это будет мы понимаем, что это на самом деле на спортивных дебатах, условно, и по правилам спортивных дебатов, это выглядело бы ужасно. Ну, то есть это бы выглядело неправильно, это выглядело бы слабо, если мы интеллектуально это разбираем. Но для аудитории... Типа приводить инсайды, которые нельзя проверить. Да, которые, вот. Но для аудитории это бы выглядело убедительно. Поэтому он довольно сложный оппонент, и мне было, например, интересно к нему готовиться. И к подобным лицам, принимающим решения. Но все видные, мне кажется, провоенные спикеры, они или не до конца провоенные, то есть если есть какой-то сложный оппонент, это оппонент не людоедской позиции, это оппонент, у которого кровь с клыков не капает. Он говорит, ужасная ошибка, он говорит, надо как-то сейчас выходить побыстрее из этого. Захар Прилепин. Не знаю, мне кажется, что я не очень сильно знаком с его позицией, не прям глубоко, но мне кажется, что не самый сложный оппонент, но гораздо сложнее Владимир Соловьев. Ты сказал про то, что в Минске говорил, что полюбить ты должен даже того, кого полюбить тяжело. Да. Можешь ли ты полюбить Владимира Путина? Мне кажется, что нужно пытаться, да. Мне кажется, да. То есть дело в том, что пытаться разглядеть лучшее в людях, это важно. Действительно, это христианский подход. Пытаться смотреть на то, что люди совершают в основном ошибки. Есть череда чудовищных ошибок, которые приводят к чудовищным последствиям. Но нужно пытаться полюбить в том числе и Владимира Путина. В том числе я думал, когда я думал об этой оптике, есть такой, на мой взгляд, более демонический, худший пример. Есть такой блогер зетный Топаз. Это член батальона «Русич». Неонацистское формирование в составе ВСРФ. Раньше ЧВК Вагнера, а теперь ВСРФ. Вот. И у него были ужасные людоедские тезисы. Он говорил, например, что у него эрекция, когда он чувствует, что он убивает людей, украинцев. Вот. Это было до полномасштабной войны? Но есть... Нет, мне кажется, про эрекцию он говорил после войны. До этого он говорил про концлагеря, репродуктивные лагеря. У него ужасные тезисы были. Да. Но даже когда смотрел, я слежу за его каналом, и даже там иногда проскакивает, то есть где-то он собирает на помощь животным, пытается приюту какому-то помочь, где-то еще какой-то женщине, какой-то беспредел произошел, чисто связанный с родственниками какой-то женщине, не давали лечиться, что-то какие-то подобные проблемы решал, какой-то проект делает по борьбе с ПТСР для военнослужащих, которые вернулись с войны. Даже в этом ты пытаешься найти что-то, что могло бы показать человека, за что ты мог бы его полюбить. Но, конечно, это всегда конфликт. Это всегда конфликт твоего рацио с заветами Христа. Это очень сложно.
Разве это... Я размышляю, у меня нет позиции, я размышляю. А разве вот когда ты пытаешься понять откровенных злодеев, разве ты таким образом не нормализируешь то, что они делают? Разве ты не откладываешь тот момент, когда хоть на каких-то конкретных участках, я понимаю, справедливости глобальной не существует, ее глупо ждать, но хотя бы стремиться к ней. И ты вот нормализируя это, делаю. Ты как будто бы отсрочиваешь или вообще делаешь так, что справедливость хотя бы тут конкретно не наступит никогда. Православие учат разделять грех и грешника. Вот. И грешника все-таки принято прощать. Вот. Но грех мы порицаем и осуждаем. И мы понимаем, и тут жестко отделяем, что вот грех, который он совершает, когда он разжигает ненависть, действительно оправдывает войну, убийство ужасно вообще. Вот при этом, я так понимаю, он православный человек. Вот. И это тоже... Путин? И Путин, и Топас вот этот вот. То есть, хотя для неонацистов обычно свойственно язычество, но этот вот конкретно православный. Вот. И ты пытаешься как-то отделить. Вот. И ты бесконечно порицаешь грех, бесконечно порицаешь поступок. И за поступок, конечно, прагматическая целесообразность, к сожалению, пока зло существует в мире, и как оно функционирует, нужно наказывать за грех. Но, так не про другое, потому что если вот искать вот в текущий момент острой боли, там, попытку любви, то ты таким образом отсрочиваешь то, что грех закончится. Устранить грех и дальше простить — это одно. А это когда человек продолжает эти грехи творить, которые жизнь уносит? Мне кажется, что любовь всегда помогает. Мне кажется, что всегда, когда вы добавляете в мир больше любви, это хуже не делает. Тут согласен. Ну вот и в этом-то и тезис, что отвечать на ненависть ненавистью кажется справедливым, но ничего хорошего это не заканчивается. Сейчас вся моя речь, наверное, кажется очень инфантильной в контексте, особенно того, что я исследую. Там, конечно, очень сложно применять эту оптику, но это кажется правильным, это кажется этически верным, и к этому нужно стремиться. Я понимаю все чисто существующие преграды, которые вот на пути к евангельскому пониманию веры, жизни. Вот. Они есть, эти преграды, и непонятно, когда человечество сможет их преодолеть и сможет ли. В Сараево ты сказал, что простить можно любого человека, в том числе Путина. Спустя эти 9 дней, когда, во-первых, случилось убийство, про которое ты сам говоришь, за которое ответственен Владимир Путин, и когда вот эта вот чудовищная вещь с мамой и телом происходила. Я повторю свой вопрос. Всех ли можно простить? Простить можно всех. Но тут важно понимать, что важно сделать все, чтобы это зло хотя бы прекратило твориться. То есть мы прощаем преступника обычно в тот момент, когда он прекращает творить преступление, прекращает творить зло, кается и сидит там на скамье подсудимых. Даже не столь важно покаяние, хотя оно очень важно, но простить мы можем независимо от покаяния даже. Вот. Когда от него уже не исходит угроза зла. Когда же Владимир Путин, путинизм, какие-то представители Владимира Путина творят зло прямо сейчас, конечно, необходимость их прощать немного, на мой взгляд, отходит на второй план перед необходимостью прекратить сотворение зла. Прекратить то, что они делают. Сначала остановить их, заставить одуматься, да. Тут можно долго рассуждать на эту тему, насколько это реалистично, насколько это возможно сейчас вообще сделать россиянам в той ситуации, в которой мы оказались. Рано или поздно все равно кажется, что надо прощать. Прощение – это благо ведь не только для того, кого прощают, но и для прощающего. Когда ты освобождаешь свое сердце от зла и ненависти. И это, мне кажется, очень важно. Но после того, как зло прекратило работать? Да. Тебе сейчас 24, скоро 25. Кем ты видишь себя, когда тебе будет 30? Я не знаю, мне кажется, что... Надеюсь, что не сильно что-то поменяется. Я просто хочу полюбить какую-то тему и страстно ее исследовать. Вот, и заниматься этим довольно большое количество времени в моей жизни. То есть в целом вот так вот ходить от страсти к страсти в исследовании. От страсти к страсти? Да, то есть у меня была страсть, условно, какое-то время к французской революции, я ее исследовал с интересом. Какое-то время есть страсть вот сейчас к украинскому кризису, я его исследую с интересом. К нацизму? К нацизму, да, очевидно, тоже есть страсть, я его исследую. Пока еще тоже эта страсть не прошла, и я надеюсь, что не пройдет еще долго. И вот так вот я хотел бы оставаться, получать удовольствие от исследования, это было бы очень здорово. Хотелось бы быть живым на свободе и
чувствовать себя счастливым. Сколько шансов, что в 30 ты будешь политиком? Они довольно малы, очень малы. Я верю, что я мог бы поддержать какую-нибудь левую коалицию в «Свободной России», вот, если это потребовалось бы, ну, то есть, типа... Но я не уверен абсолютно, что требовалась бы моя поддержка как электорального политика, то есть как человек, который есть в бюллетене. Но просто информационно, конечно, вот в этом плане я мог бы какую-то часть принимать как просто ответственный, активный гражданин, но вряд ли как человек, который идет в бюллетене. На самом деле, политик же это очень такая гнилая тема. Вот прикинь, как я бы пришел к тебе на интервью и думал бы, так, я на интервью у Юрия Дудя, у него есть аудитория своеобразная. Должен провести ее мониторинг и должен сказать то, что ей понравится. То, что с ней максимально срезонирует и даст ей максимальное количество голосов избирателей. Знаешь, насколько тупиковый путь, насколько это вот интеллектуальное банкротство. Вот, действительно, вот это оно и есть. Ты просто пропадаешь как человек и становишься просто бумажкой, которая пытается осветить мнение максимального количества граждан. Это разве так все политики делают? Не все, но это значительная часть политика по всем не принципиальным для тебя вопросам. Ну и мы берем страны, где есть политика. Да, То конечно. есть в России такого, как В я России понимаю, политика выглядит иначе, да. У тебя или кровь с зубов капает, или не капает. Ты или за демократию и мир, или ты против этого. И все очень просто. И Владимир Путин сделал российскую политику очень простой, но при этом очень важной. Важный. Да, конечно. Важный в смысле, что Этим важно как сильно она заниматься. влияет. Да, этим важно заниматься. Ну, то есть это становится этическим, моральным поступком для любого честного человека. Как ты считаешь, доживем ли мы до того момента, когда в России политика будет условно нормальной? Да, я думаю, тоже Россия будет свободной, и, конечно же, в России будет нормальная политика. Россия будет свободной? Да, однозначно, да. Россия — часть европейской культуры, это европейская страна, в которой, как и во многих других европейских странах, вот настал вот такой период диктатуры, авторитаризма, тьмы, да, если можно так выражаться. И многие европейские страны уже прошли через этот путь, нам предстоит через него пройти. Но все-таки, если магистральная дорога, вот история она есть, хотя, конечно, всегда есть сомнения, существует ли она в целом, то это дорога на пути к свободе и к демократии. Повторяешь ли ты этот ответ сейчас? Конечно, Россия будет свободной. Ну, это вот неизменная константа, которая будет. Вот мы будем свободны, Россия будет свободной страной. Да, это ужасная диктатура, как и многие другие ужасные диктатуры Европы. Да, эта диктатура сейчас кажется всесильной и бесконечно устойчивой. Но это не так. Это персоналистская диктатура, которая зависит очень сильно от персоны Владимира Путина. А Владимир Путин, как и все другие люди, смертен. И в этом трагедия этого режима он не может существовать вечность. И Россия, конечно же, будет свободна рано или поздно. И финальное. В чем сила? В любви. Очевидно, что так. Разовьешь или коротко? Ну, это, то есть для любого христианина, мне кажется, что любовь – это важнейшая вообще вещь, через которую нужно жить, которая дает наибольшее количество благ, создает наибольшее количество добра и хорошего в этом мире – это любовь. И в любви, так или иначе, сосредоточена сила. И во многом за любовь Бога-человек, наш Спаситель, пошел на крест. И это важнейшая, сильнейшая, мощнейшая вещь в нашем мире.